Мам, я в автозаке, но со мной все в порядке. Уехать – это значит сдаться. Это значит признать, что все было напрасно. Выбрал свою дорогу, ты по ней идешь. Да, может быть, мы проиграем. По крайней мере, мы утешимся тем, что были приличными людьми. Я вхожу в камеру, уже все спят, а я переступаю через человека, который лежит на полу, потому что ему нет места. Ну, наш-то хоть за дело, наш-то хоть вот действительно совершил. Но ваш-то за всех. Это марафон, что поделаешь, это марафон. Лишь я могу не добежать. Но Илья справится. А вот Зайчику страшно. Все выходят, родителям 5 минут. И сейчас отбираешь время у родителей. Слушайте, я такого мая вообще не припомню, чтобы снег шел. А я помню 1 май. Илюше было 6 лет, он закончил 1 класс. Было очень тепло. И у него был, ну, как выпускной. Вот этот был 1 класс после детского сада. А на следующий день мы поехали в центр на Красную площадь. И крупные хлопья снега. Резко похолодало. Мы были одеты еще по-летнему. И прям крупные-крупные хлопья снега были. Ну, это быстро кончилось, буквально там 2-3 дня. И все опять наладилось. Мы когда собирались встречаться, я попросила вас привезти письма. Вот это вообще ксероксы. То есть вы письма дома не храните. Почему? Ну, потому что если придут с очередным обыском, я не хочу, чтобы читали какие-то письма личные. Одно дело, когда это читает цензор, который как бы я его не вижу. И другое дело, когда это при тебе читают какие-то твои письма, это очень неприятно. И вы живете каждый день в ожидании обыска? Да. К этому просто привыкаешь. Потому что первый раз обыском мы пришли в 2012 году. Прошло уже 12 лет. Ситуация становится только хуже и хуже. И поэтому сейчас, по-моему, никто не застрахован от этого. И очень многие люди так живут. И вздрагивают от звонка в дверь. Все то, о чем мы читали когда-то, когда про 30-е годы, сейчас вот то же самое повторяется. И я вот читаю, когда соцсети, вижу, и многие девочки говорят, кто-то позвонил в дверь, и я испугалась. Потом открыла, да, оказался там сосед или что-то еще. А было страшно. И даже там 10 лет назад, допустим, в 2012 году, было, например, болотное дело, то мы понимали, что все равно они в суде не могут просто так взять и арестовать. Да? Ну, хоть какие-то доказательства, пусть притянутые за уши, сшиты белыми нитками, но все равно должен быть какой-то факт какого-то вот причастия там, к чему-то. А сейчас даже этого не нужно. Мы, когда Илью только еще задержали, вот он сидел в спецприемнике, и мы приезжали к нему на свидание, и мы с ним долго об этом говорили и гадали. Я тогда вообще не понимала, зачем нужно арестовывать на 15 суток, если можно сразу возбудить уголовное дело. Поскольку эта история такая повторяющаяся со многими людьми, и я понимаю, что это такой метод психологического давления, когда человек сидит 2 недели, и он каждый день думает, выйдет он или не выйдет. Так же, как вот в 2019 году, когда Илью арестовывали 5 раз по 10 суток давали, и каждый раз он, ну, то есть, когда тебе дают, например, месяц, ты, по крайней мере, понимаешь, когда будет конец. А когда тебе на выходе опять арестовывают по новой и дают еще 10 суток, и ты не знаешь, сколько это будет продолжаться. Может продолжаться месяц, 2 и сколько угодно долго. И это такой метод давления, потому что уезжать он категорически отказался. И он сказал, что будет, то будет, но все равно мы как-то так просчитывали перспективы. Я, правда, тогда не могла понять, потому что я смотрела этот стрим, который, собственно, ему поставили в вину, и там... Ну, на мой взгляд, он все грамотно очень сделал. И, в общем, придраться не к чему. Потому что там были даны 2 точки зрения. Точка зрения нашего Министерства обороны и точка зрения ВСУ. Ну, 2 точки зрения. Ни на чем не настаивая. Тут каждый волен делать свои выводы. И мне казалось, что нельзя как-то притянуть этот состав преступления. Но, тем не менее, оказалось, что очень даже можно. Потом мы тогда с ним обсуждали, сколько, значит, если они все-таки решат возбудить уголовное дело, сколько ему могут дать. Значит, есть просто, допустим, распространение фейков, а есть по мотивам какой-то ненависти, например, политической. И он все время говорил, мне вот интересно, как они будут доказывать политическую ненависть. В этом ролике не было ни слова ни про партию, ни про какую, ни про кого. Исключительно вот, значит, описываемые события. Но вот оказалось, что же можно, никто, в общем, не собирается этого доказывать. Просто эксперт сказал как факт. По мотивам политической ненависти. И тогда мне это казалось очень странным, но теперь мне уже не кажется странным, потому что когда я читаю о том, что вот женщину-врача
которая разговаривала, значит, с пациенткой. Это Буянова. Буянова. 1 на 1. Ее обвиняют в публичном распространении фейков. В чем заключается публичность, мне тоже непонятно. И почему нужно верить какой-то девице, которая на нее донесла, а не верить женщине, которая всю свою жизнь лечила детей и, будучи уже пенсионеркой, продолжает лечить детей. И мне интересно, вот эта мамашка, как она вообще думает, а кто будет дальше лечить ее детей? И следующий врач, не побоится ли он что-то ей сказать, что ей не понравится. Но так поначалу ей, значит, предъявили тоже распространение публичных фейков, а потом ужесточили обвинения. И тоже написали, что по мотивам политической ненависти. Где они нашли политическую ненависть? У человека, который, в общем, к политике не имел никакого отношения, как бы не очень, видимо, интересовался. Никто ничего не собирается доказывать. Есть эксперт, значит, с погонами, который говорит, что, как было в случае в Илье, ей кажется, что он там журналисту BBC доверяет больше, чем, значит, пропагандисту Коцу. Илья на суде объяснял, почему, собственно говоря, потому что в свое время, после убийства Немцова, он, значит, писал о нем совершенно вещи, которые там под собой не имеют даже доли правды. О том, что якобы Немцов, значит, торговал оружием и на этом сделал, значит, свое состояние. И поэтому, естественно, как Илья может доверять ему и не доверять журналисту BBC, например, там одним журналистом BBC является Илья Барабанов, которого он знает много лет, и в горячих точках, где он был на Кавказе, и, естественно, никакого сомнения в его объективности и в честности не возникает. Но вот эксперт сказал, вот мне кажется, что он больше доверяет этому, а не тому, и значит виновен. Поэтому мнение у нас и за мнение судят, и за мысли преступления. Поэтому не приходится удивляться уже ничему. Ваша честь, перед вами здесь человек, который жаждет, чтобы закончилась. Я считаю, что она тяжкий крест всего народа, разменявшего свободу на пустые обещания, на лукавые послания, на империю обмана и амбиции тирана. Ваша честь, вынужден, прошу прощения, вынужден вас прервать, поскольку в судебном заседании присутствуют журналисты, которые осуществляют фото- и видеофиксацию судебного заседания. А то, что вы сейчас озвучиваете, является, по мнению суда, недопустимым. Поэтому я вынужден попросить вас либо изменить риторику в части дачи оценки происходящим событиям, в частности специальной военной операции, либо я буду вынужден прервать фото-видеофиксацию судебного заседания и удалить журналистов из зала судебного заседания. Важный вопрос, который наверняка вам все время задают, но тем не менее мне хотелось бы про это поговорить подробно. В момент, когда прозвучал приговор Илье, на выходе из суда кто-то из журналистов спросил: но теперь-то вы понимаете, что ему нельзя было возвращаться. И это как будто бы претензия, что неужели вы не могли ему объяснить, что ему нельзя было возвращаться? Неужели вы не могли что-то сделать, чтобы он не вернулся? Неужели вы не могли каким-то образом его уберечь? Этот Для родителя... Да. Мы никогда не давили, никогда ни в каком вопросе, ни в самом мелком, ни в таком. Это его жизнь, и он должен принимать эти решения за собой. А мы можем только помочь. Я всегда ему говорила: Илюш, что бы ни случилось в жизни, ты должен знать, что у тебя есть вот надежный тыл. Это не значит, что ты будешь всегда прав. И если я буду считать, что ты не прав, я первая тебе потом скажу, что ты не прав, ты сделал плохо, ты сделал там что-то не так. Ну, вы отговаривали? Уехать нет. Нет. Это решение было принято тогда, в 2012 году. А почему? После Болотного дела. Потому что, уехать – это значит сдаться. Это значит признать, что все было напрасно, что ты все делал напрасно. Но тогда все равно решение было принято, потому что тогда была действительно угроза. И там, как они любят вот эти вот по каким-то, путям окольным сообщать, что вот там якобы есть инсайт, что тебя завтра арестуют, что завтра ты из допроса не выйдешь. И этот момент, конечно, очень страшный. Но пережив его один раз, как-то потом уже легче. Когда ты принял решение, это уже гораздо легче. А дальше уже, делай, что должно быть, что будет. Вот. И он тогда не уехал. И, в общем, ничего не произошло. И вы это всей семьей обсуждали? Да. Да, но мы-то как раз тогда были в отъезде, когда прям был самый острый момент. И я помню, я смотрела его интервью братьям Дедко по «Дождю», и где он как раз говорил, что завтра я иду на допрос. И я знала, мы перед этим с ним говорили по телефону. И вот это был момент, конечно, очень тяжелый. И я говорила, что если тебя арестуют, то мы прям первым самолетом прилетаем. А он говорил: мам, что ты сделаешь? Прилетишь, и что?
Вот. Ну ничего, ну, по крайней мере, я бы уже, знаешь, что я рядом. А потом убили Немцова. И он сказал, что теперь я тем более не могу уехать. Это значит признать, что мы проиграли. А пока я жив, я не считаю, что я проиграл. Ну и сказав однажды, что я не уеду ни при каких обстоятельствах, дальше уже невозможно. Мы не отговаривали, потому что я понимала, что он чувствует. И я, честно говоря, не представляю его сейчас, если бы он был за границей. Мне кажется, это были бы такие муки, что то, что он переживает сейчас, это было бы гораздо легче. Даже как-то на свидании он сказал: я никого не осуждаю, кто уехал, но, говорит, просто интересно. Я помню столько людей, которые били себя кулаком в грудь и говорили: уж я никогда и ни за что, я лучше сяду. А потом уехали. Даже тогда, когда еще ничего не грозило. Поэтому, дал слово, держи. И вот сейчас вот же много людей, когда подходят и пишут, и с кем-то мы вот уже перезванивались. То есть, так обросли еще с какими-то новыми знакомыми и молодыми. И очень многие говорят, что вот то, что он остался, мы понимаем, что ему тяжело, да, но вот нас это греет, это дает силы, и поэтому мы ходим, мы помогаем, мы пишем политзаключенным, мы приходим на суды. Если они там могут, то мы-то здесь тем более можем. И еще был такой момент, когда ведь сначала же арестовали Горинова. Это не то, что вина. В этом Илья нет очень его переживает по поводу вины. ареста Он Горинова. переживает. Потому что несколько муниципалитетов делали заявления, да, и публичные по поводу, что они против войны. Но кого-то штрафовали, кому-то сказали просто убрать, ничего за этим не последовало. А это, в общем, единственный муниципалитет, который разгромили полностью. И возбудили дело и на Котеночкину, которую Илья помог просто в последний момент, что называется, до последнего не верили, что удастся ее вывести. И когда арестовали Горинова, как можно после этого уехать? И оттуда говорить, что ты там, Леша, держись. Конечно, Горинов не легче от того, что Илья сидит. Но, тем не менее, и уехать в такой ситуации он не мог. И я очень хорошо понимаю. Поэтому нет, мы не отговаривали, но все-таки надеялись, так же, как и с иноагентством. Пятница прошла, не признали, еще неделю продержались. Будем держаться столько, сколько сможем. Сколько получилось. Но он не жалеет, несмотря ни на то, что и трудно. Но то, что, да, Горинов очень его беспокоит, потому что все-таки, конечно, он считает, что есть люди, которым просто в силу состояния здоровья, возраста гораздо тяжелее. Но он даже оттуда пытается что-то делать. И когда задержали, по-моему, Касем, журналиста, он даже писал президенту Латвии о том, что давайте поменяем. Много кому пишет с тем, чтобы, устроить обмен. И Илья что-то сделал публичное заявление, что он считает, что это очень хорошая идея и в гуманитарном смысле, и что действительно есть люди, которых надо просто спасать, потому что это уже просто представляет реальную угрозу, для его жизни. Но сам он к обмену не готов. А что вы друг другу в этот момент сказали? С Ильей? Нет, с мужем. А что говорить? Без слов все понятно. У него же главный аргумент. Во-первых, что даже если какие-то обмены будут, я далеко не первый в этой очереди. Скорее, последний. Потому что есть люди, для которых это действительно уже жизненно необходимо. Во-вторых, я не готов, чтобы меня поменяли, например, на наемного убийцу, который выйдет на свободу. В-третьих, согласиться на обмен – это значит покинуть страну. Покинуть страну я мог и сразу. И зачем было все это затевать? Я отстаиваю свое право жить в своей стране, даже если за это приходится сидеть. И я ему сказала: Илюш, понятно, что в какой рост он развивается, конца и края не видно. Может быть, все-таки, если будет такая возможность, я понимаю, не первым, не десятым, но если будет такая возможность, может быть, не надо упорствовать и все-таки согласиться, и в конце концов, кто будет знать, давал ты это согласие или нет. Он сказал: я буду знать. Этого достаточно. Гордитесь?
Родители. Я вообще не очень понимаю. Это слово сейчас замылено. Мне кажется, гордиться можно своими какими-то достижениями, да? А мы гордимся подвигом дедов. Мы можем повторить. Я вот этого не понимаю. Я горжусь, что я русский, что я родился в России. Но я горжусь, что я родилась в пятницу. А вот этого я не понимаю. Я уважаю. Я очень его уважаю. Ну, тут, Я знаете, если, уважаю. по-моему, манипулятивная любая мать в этот момент может сказать: я прошу тебя. Нет, это вообще запрещенный прием. Как очень часто пишут в комментариях, пожалел бы маму. Ну, слушайте, ребята, он пожалел, потому что он хочет, чтобы маме было не стыдно. Он пожалел не только свою маму, но и других. То есть вот этих спекуляций, ой, у мамы болит сердце, значит, и сделай как мама, но вот этого не было никогда. И мне кажется, на здоровье можно жаловаться, когда тебе нужна помощь, и ты эту помощь можешь оказать. То есть если я говорю: Илюш, я плохо себя чувствую, это подразумевается: так, мам, я сейчас буду, что нужно сделать, что привезти, куда позвонить, что отвезти. Почему вы не уезжаете? Потому что, как же мы наш уедем? сын здесь, как Вы можете минимум. приезжать на свидание, так многие делают. Нет, а смысл? Мы сейчас пользуемся любой самой малейшей возможностью увидеть. Вот есть суд по апелляции, вот он будет по телетрансляции. Пусть И, по возможно, он нас телетрансляции. увидит, и мы помашем ему рукой. И он увидит, и покажет нам сердечко. Может быть, нам дадут 5 минут, когда мы можем перекинуться парой слов. И просто увидеть. Одно дело там письма, и другое дело, когда ты видишь, и ты просто понимаешь по выражению лица, по там, как он перебирает бумаги, ты видишь, в каком он состоянии, в каком он настроении. Поэтому мы ходим на все суды, какие только возможно. Административные, неадминистративные. Если есть возможность хоть малейшее свидание, значит, мы едем в Ижевск, в Смоленск, куда угодно. А зачем уезжать? Ну, чтобы, может быть, избавиться от этого постоянного ощущения страха и того, что У нас могут нет постучать. Нет, наоборот. Ты каждый раз будешь думать, а едешь ли ты обратно? Или что-то еще? Нет. Интересно, когда говорят, зачем он возвратился. Так он же не уезжал. Он уезжал на один день, чтобы дать интервью и вернуться. Но я, кстати, тогда предполагала, что вот когда ты будешь въезжать, тебя как раз и арестуют. Мы, переживали за это больше. Мы говорим про интервью Юрию Дудю. Да. Угу. А в этом интервью Илья выглядит как человек, который все решения уже принял. Да. А он же говорил, в тот момент, когда я окончательно принял решение, что бы ни случилось, я не уеду, он как будто камень свалился с плеч. Не знаю, что будет дальше, но, по крайней мере, никаких сожалений. Он, в общем, достаточно хорошо осведомлен о том, что происходит. И пишут ему, и подробно рассказывают, и распечатки каких-то интервью, там, и вот твоих, например, гостей тоже распечатывают, и у Дудя иногда. То есть очень много информации. И он тоже всегда говорит: я не знаю, я не представляю себе сейчас. Честно говоря, я не представляю. Что бы он делал? Может быть, когда уезжали, кто-то думал, что там на пару месяцев, на 3 месяцев, на полгода. А вот уже 2 года, 3-й год пошел. Не знаю, как он. Когда арестовывали, тоже не думали, что на 8 лет? Он говорил: наверное, придется немного посидеть. Что значит немного? Как сказала умная женщина, все это настолько противоестественно, что не может длиться долго. Но что такое долго-недолго? 10 лет для нашей жизни это очень долго. Я правильно понимаю, что сейчас идет дело по иноагентству и по отказу соблюдать все эти правила иноагентства? И идет дело по административным правонарушениям, связанным с этим иноагентством? И это все угрожает тем, что может образоваться новое дело. Скорее всего, так и будет. Так и будет, скорее всего. Вы к этому готовы? А тут как бы готов, не готов, вот сейчас у него, там 8,5 лет, изначально. Теоретически могут добавить там еще пару лет. Но все равно все прекрасно понимают, что... Теоретически могут добавить еще и 10 лет. Могут все что угодно добавить. И для этого там, как у Навального было, все прекрасно. А то, что происходит с Гориным, с Мифтаховым, все то же самое. И все прекрасно понимают, что это будет, вот такая политическая воля, выпустят кого-то или не выпустят, но это будет, пока будет сохраняться режим, пока будут сохраняться репрессии. Все, что касается политических заключенных, это все непонятно что. Это может быть и 10, и 20. В принципе, столько, сколько продлится режим. Потому что даже если, например, изначально говорят, хорошо, те люди, которые сидят по этим статьям антивоенным, предположим, завтра будет подписано
подписано какое-то перемирие, но которое рано или поздно все равно настанет, и война когда-нибудь закончится. И, допустим, будет вопрос о обмене пленными. И даже если его выпустят, но это не значит, что его не арестуют на следующий день за что-то другое. Если будет тот же режим, и ничего не изменится. Ну, как бы вот выбрал свою дорогу, ты по ней идешь. Да, может быть, мы проиграем. Но, как писал Навальный, ну, по крайней мере, мы утешимся тем, что были приличными людьми. Все присутствующие прекрасно понимают, зачем меня привлекают к суду. Это предупреждение, попытка запугать меня. Смысл послания хорошо понятен. Или заткнись, или уезжай из страны. Бойся нас. Ну, господин судья, разве я выгляжу испуганным? Кого я должен бояться? Этих двоечников из центра Э, не способных даже протокол нормально оформить? Или, может быть, вас? За мной стоит огромное число граждан России, которые не согласны с политическим курсом Путина. Я представляю этих людей и озвучиваю их голос. Это ответственность, которую я на себя взял. Я выступал против этой войны с первого дня и продолжу говорить правду. В какие бы суды меня ни таскали, какие бы дела ни возбуждали, я не откажусь от своих слов. Я не буду молчать, я никуда отсюда не уеду. Это моя страна, и я буду за нее бороться. Это правда, что одна девушка из Тушинского суда была так очарована вашим сыном, что когда его все-таки закрыли, носила ему передачки? А девушка не просто девушка, а сотрудница Тушинского суда. Секретарь. Секретарь. Да. Когда были у него 3 административки по вот как раз дискредитации армии, и он приезжал до самого заседания просто ознакомиться с материалами дела. Ну и, естественно, разговорились. И потом она, значит, 3 заседания подряд было, 3 разных дела, вот, и она очень внимательно слушала. И после этого, да, стала писать письма. Насчет передачки я не знаю. По-моему, я такого не знаю. Но то, что писала письма и пишет до сих пор, да. И насколько я знаю, она сказала после этого, я для себя решила, что я не пойду в суд. Да вы что? Да, и уволилась. Она, правда, помогала потом, потому что, когда мы заплатили эти штрафы, и в какой-то момент потерялись эти бумаги, и она, значит, взялась и сказала, я найду, все, значит, помогу эту ситуацию разрулить. Она действительно нашла эти квитанции. Да, это правда. Но больше 1000 фотографий девушек было отправлено Илье, когда он уже оказался фактически за решеткой в тюрьме. Ну, количество я не знаю, но много. Ну, вот говорят, что больше 1000. Может быть, но писем действительно очень много. То есть уже с фотографией, уже с готовностью ждать. Ну, это, наверное, все-таки преувеличено. А как вы к этому относитесь? Так всегда было? Ну, нормально отношусь. Ну, мне рассказывали историю, что он заходил в помещение, где были девушки, неважно в каком количестве. И, в общем, в итоге все эти девушки... Я слышала такую историю. Ну, не знаю, насколько это правда, мне трудно судить. Но я ко всем отношусь хорошо, кто хорошо относится к моему сыну. И все эти девушки, с которыми у него были отношения, ну, практически я всем благодарна, потому что был период жизни. Ему было хорошо, он был счастлив. И поэтому, конечно, я благодарна этой девушке, с которой он был счастлив. И у меня, собственно говоря, нет никаких ни претензий. Мне, в общем, каждую есть за что поблагодарить. Мне сейчас рассказывают историю о том, как на суды приходят родители Ильи Яшина, Ира Воробьева, журналистка и первая девушка Ильи Яшина, и девушка, которая говорит «я невеста Ильи Яшина», девушка, которая говорит «я невеста Ильи Яшина», и еще пара девочек, которые говорят то же самое. На самом деле сейчас у вашего сына Ильи есть девушка или невеста? Нет, невесты нет. Все-таки Илья к семье относится очень серьезно. И мне кажется, у него даже был какой-то страх очень долгое время завести семью, потому что он всегда считал, что семья – это вот такое очень уязвимое место. С одной стороны, вот как он говорит про Навального, семья – это его и сила, и с одной стороны слабость, с другой стороны сила, но все-таки это очень уязвимое место. И поэтому, мне кажется, вот он всегда боялся, что... что, допустим, если у него будет ребенок, он будет расти без него, а он будет сидеть. Ну и вообще это очень болезненно для любого человека, то есть они готовы выдержать сами там много чего, но очень болезненно воспринимают, когда это касается семьи. Поэтому, в общем, он, понимая, что с началом войны, что, в общем, как бы дело принимает очень серьезный оборот, и, скорее всего, ему не удастся убежать, а уезжать он не хочет. Ну, в общем, он как бы вот с последней девушкой расстался. Ну, я не знаю, только ли в этом была причина, еще в чем-то другом. Ну, как бы вот как таковой, вот чтобы вот сказать, что вот это вот моя там девушка, с которой я собираюсь жить, ну, в общем, сейчас нет. Ну,
Отношения поддерживают, да, со многими девушками, но он как бы никому ничего не обещает. Как он говорит, я сам не знаю, когда я выйду, в каком я состоянии выйду, вообще что я... Но девушки, да, приходят. Как он говорит, наверное, меня это неплохо характеризует, что бывшие приходят ко мне на суд. Но они, правда, хорошие все девушки у него были. И, в общем, каждая практически достигла в своей профессии достаточно больших высот. Вот что Ира Воробьева, которая, в общем, тоже сама себе сделала, что называется, да. Там и вот Ира Вилкова, ну, прекрасная, и Маша Турченкова, просто прекрасный фотограф и замечательная. И тоже она к нам в гости приезжала, и с дочкой приезжала, и вот уже сейчас, когда Илья сидел, и на суды приходила. Но из всех из них он предложение делал только Собчак, правильно? Нет, Воробьевой. А, да. Но история была аналогичная. Он сначала расставался, потом он начинал думать, что, наверное, может быть, я погорячился, и все-таки у меня тоже характер тяжелый. И потом, когда решился, что, наверное, да, а девушка начинала как-то вот... И он говорит, я не понимаю, а чего она тогда хотела. Ну, очень похожа была история, кстати сказать. А с вами он советуется в эти моменты? Нет, мы вообще... То есть я считаю, что когда человек влюблен, то как бы вообще, даже если ты что-то видишь, и то, что тебе не очень нравится, ну, как бы я не считаю правильным что-то говорить и советовать. То, что брак их с Верой распался, это большая для вас трагедия? Нет. Для меня нет, потому что очень быстро выяснилось, что, в общем, ну, они разные люди, они по-разному смотрят на жизнь, они по-разному смотрят на то, как надо жить, как надо вести по отношению и к семье, и по отношению к друг другу, и вообще. Ну, то есть было просто понятно, что, да, два хороших человека, но это не пара. Зачем мучить друг друга, если вот как бы не сошлось? Это было связано с политикой? Нет. Вера достаточно тоже свободна в своих суждениях и в общем-то, достаточно принципиальные поступки совершала еще до того, как они поженились. Она приходила на суды, вот, поддерживала его. Но просто они разные люди, это не пара. Как говорится, да, надо смотреть не в одном направлении. Они не в одном направлении, они несколько в разных. А Ксения Собчак участвует каким-то образом в деле Ильи? Ну, помогает, может быть? Нет. И вы не общаетесь с тех пор, как они расстались? Нет. Для вас было удивительным... Вы как-то говорили про этот роман с Евгенией Альбац в интервью в New Times, поэтому это не то, что я какой-то секрет открываю. Но для вас эти отношения были удивительными? Ну да, неожиданными. Я хорошо к ней относилась на тот момент, по крайней мере. Просто как бы теперь, что называется, пути разошлись, и мы по-разному смотрим на происходящие события. Но на тот момент я уверена абсолютно, что она была искренняя. Но уж потом, что случилось, испугалась, не знаю, по-другому стала смотреть. Хотя они во всем соглашались, и мы спорили, и они с Ильей много о чем спорили, потому что расхождений было много. И мы с ней спорили. И она приезжала к нам домой, и мы были у нее дома, и они приезжали к нам в Болгарию с Ильей. Но мне тоже есть за что ее благодарить. Например, вот была история в Астрахани. Там голодал депутат Шинин, которого не допустили до выборов или что-то там такое. И, насколько я знаю, изначально она довольно-таки занята была на тот момент, и она не собиралась туда ехать. И поехал Илья. Там уже был Навальный, и много кого ребят там было. Ко всем же к ним разные виды провокаций применялись. А потом нашли, значит, вот такое слабое место, то, что он достаточно горячий, тогда все-таки еще был насколько моложе, и не всегда с эмоциями справлялся. И они, значит, вот нашли к нему, значит, такой метод. Когда кто-то вызывает тебя на драку, и в конечном итоге, если ты не отвечаешь, как вот Илья всегда говорил, не отвечаешь, значит, они начинают там, вот что, струсил, и слабак. А если отвечаешь, то уголовное дело. Что, собственно говоря, было у него 2 раза было, в общем, на пороге 1 раз, собственно говоря, уже подходили к приговору. Когда вот такая же была провокация, когда человек подошел в Ярославле вот, и ударил его сзади по голове, а потом, значит, когда в результате Илья ответил, то, собственно говоря, вот возбудили уголовное дело, и если бы не амнистия к 9 мая, то как бы был приговор обвинительный, хотя там товарищ был, значит, на голову выше и гораздо больше его. И в Астрахани, в общем, случилась такая же история. Нашисты его спровоцировали, и он там схватился с одним парнем, вот, и их забрали в милицию. И об этом написали. Может быть, я ошибаюсь, но мне так со стороны показалось, что Ксения испугалась, что действительно как-то будут серьезные последствия. И она призвала всех поехать в Астрахань, поддержать ребят.
И сказала, что, значит, кто хочет поехать, но нет средств, то я оплачу билеты. И мне кажется, что она действительно очень искренне за него испугалась. И она поехала поддержать, и действительно там получилась очень большая демонстрация, там чуть ли не весь город вышел на улицу, в том числе благодаря тоже ей, потому что это для них было такое событие, Собчак приехала. А на чем они сошлись? Когда, значит, вот эти крупные митинги начинались, ведь началось еще с чистых прудов. И Илью и Навального их арестовали, посадили на 15 суток. И первый большой митинг был без их участия. А ко второму они вышли. А было очень холодно. И они стояли и на втором митинге как раз вот там же проводили опрос, кого бы хотели увидеть на сцене. Вот в этом списке была и Собчак. И когда они, значит, стояли на сцене все и ждали своей очереди выступать, Илья должен был первым выступать. И он говорит, я увидела, она стояла такая вся замерзшая, ну и, в общем, такая простая девчонка. Не какая-то там дива там. И как-то вот он ее пропустил, сказал, слушай, ты замерзла, давай тогда, может быть, ты первая, и пойдешь греться. Ну и как-то вот так разговорились, и вот так сошлись. Как он говорил, она интересный человек, она там любит литературу, хорошо знает, много стихов знает. И на многие вещи смотрели одинаково, на какие-то там по-разному. Было о чем поспорить, было о чем поговорить. Ну вот как-то так понравилось просто как девушка. Это правда, что он собирался поступать в театральный? Да. Мы вообще в семье очень любили театр. Причем он не любил ходить вот с группой из школы. Вот это он не любил. Потому что ему надо было потом обсудить. А чтобы не так, вот когда, знаете, по принуждению ведут. И поэтому мы ходили много в театр. Действительно, у него, в общем, есть способности. И в какой-то момент он раздумывал. Он в то время уже интересовался и политикой. И вот это его очень привлекало. Но все равно не мог еще определиться. И он даже проходил смотры, и, в общем, теоретически у него был шанс, но потом все-таки в конечном итоге политика перевесила, и он сказал, нет, все-таки я хочу заниматься политикой. То есть это не то, что вы его отговорили? Нет, не дошло до этого. А можете представить себе его артистом? Могу, да? легко. Почему нет? Ну, у него были еще сомнения, потому что, вот у него с музыкой не складывается, и проблема со спиной, и вот пение и танцы – это как бы не совсем его. Хотя иногда, мне кажется, в ударе он может быть такой, что даже там я удивляюсь. И в школе всегда какие-то конкурсы чтецов, и его всегда посылали, он действительно очень хорошо читал, и я легко могу его представить в этой роли, но вот все-таки перевесило вот сюда. А представляете, насколько спокойнее была бы ваша жизнь? Не уверена. О, да? Не уверена. А посмотрите, Тоня Фаворская закончила театральный и могла бы спокойно себе сниматься в сериалах и позировать на красной дорожке. Умница, красавица, талантливая. И она оказалась все равно там, где оказалась. Потому что она в какой-то момент решила, что вот в той ситуации, где мы находимся вот здесь и сейчас, она не может заниматься этим. Она должна фиксировать то, что происходит сейчас, и поддерживать тех людей, которые, значит, говорят правду и за это страдают. И она оказалась там, где оказалась. Поэтому это совсем не гарантия. А посмотрите, сколько актеров вынуждены были уехать, потому что для того, чтобы продолжать успешно делать карьеру здесь, нужно соблюдать ряд. А этот ряд становится все длиннее и длиннее. И не все далеко готовы на это идти. Это совершенно не зависит от профессии. Вот тебе, пожалуйста, врач-педиатр. 67 лет. Вот, пожалуйста, тебе актриса. И оказались все там же. Раз уж мы заговорили про Фаворскую, потрясающая фотография Саши Астаховой, где вы с родителями Навального на суде у Тони. Это было какое-то совместное решение туда прийти, или Нет, это случайная встреча? Это случайная встреча. Потому что, естественно, Тоня, она так много времени была с Людмилой Ивановной вот там в Харпе, конечно, ей очень помогала, поэтому я понимаю, что Людмила Ивановна просто не могла не прийти. Но я, честно говоря, не ожидала ее там увидеть, потому что я понимаю, насколько ей сейчас тяжело, просто даже чисто физически. Я просто вижу много в соцсетях, когда ребята приходят на кладбище, и многие пишут, что вот видели Людмилу Ивановну. И мне кажется, что она просто там каждый день. Поэтому я не ожидала ее там увидеть, но мы тоже не могли не прийти, естественно. Вы поддерживаете отношения? С Людмилой Ивановной? Да. Ну да, конечно. Мы познакомились с ней
тогда, когда Илью арестовали. И с самим Алексеем вот, мы были знакомы, но очень шапошно. Илья нас знакомил, ну, конечно, мы не было близких побольше отношений. был с ними знаком. Но, тем не менее, конечно. они так давно дружили, столько много у них вместе было связано И общих всего. друзей, И поэтому вот есть такие друзья у Ильи, которых ты даже лично не знаешь, но они настолько тесно вплетены в его как жизнь. семья. Есть, например, Андрей Пивоваров, который из Питера, которого вот лично мы не знакомы, но Хотя я он их воспринимаю для нас как очень, член семьи как очень практически, близких людей, вот что Навальный, что вот Андрей Пивоваров. То есть я переживаю за них практически так же, как за Илью. Все, что с ними происходит, это тоже для меня как бы очень близко. Поэтому то, что случилось с Алексеем, это, конечно, такое для нас трагедия и очень такое личное горе. Личное, да. Ну, а с Людмилой Ивановной мы познакомились как раз вот когда арестовали Илью. И мы Лично с ней познакомились. встречались, да. И она в тот момент нам очень сильно помогла, когда мы уже готовились ехать его встречать из спецприемника. И вдруг позвонил адвокат и сказал, что едут к нему домой с обыском, и, наверное, сейчас к нам придут. И в тот момент это был такой шок. И изначально же его отвезли на Петровку, потом, значит, в Капотню, потом в Бутырку. И ты просто вообще не знаешь, с чего начинать, какие вещи нужны, что, какие условия вообще, как, в каком виде что принимают. А Людмила Ивановна, она, конечно, прошла этот путь уже не один раз, и с Олегом, и с Алексеем. Вот этот уголовно-процессуальный кодекс и все, что с ним связано, она знает лучше, по-моему, многих юристов, и уж точно лучше, чем работники ФСИН. Поэтому, в общем, ее, конечно, советы... Она нам помогла и очень. все, что это она очень сильно помогло на тот момент, конечно, да. Ну и морально поддержала. Потому что Хотя я не какие-то даже представляю, элементарные как... вещи, она просто объясняла, как лучше сделать. Как, с чего и как лучше. Потому что ведь, допустим, в СИЗО везде вот эта электронная запись. И поначалу кажется, что записаться это просто невозможно. Передать ничего невозможно, и как быть вообще непонятно. Потому что, конечно, там иногда очень смешные правила, и не зная, ты попадаешь иногда в такие ситуации, что не успеваешь охнуть. И, а как это? Например, когда мы в Бутырку первый раз передавали ему вот вещи первой необходимости, и передавали, естественно, там шампунь, вот, гель для душа и все такое прочее. И мы привезли обычный шампунь, и она спросила, другой тары нет? И я даже не успела сообразить, что она имеет в виду, как она моментально этот шампунь перелила в целлофановый пакет, завязала узелком и в таком виде. Ну, то есть, да, поначалу это очень шокирует, и ты даже не успеваешь вообще сообразить. А почему нельзя? А вот нельзя. Везде все по-разному. В каждом СИЗО свои правила. Вот здесь можно так, здесь можно это. На Петровке можно шампунь, но нельзя гель. А, например, в Бутырке, значит, эта упаковка должна быть обязательно прозрачной. Вот чистая линия, прозрачная упаковка, вот ее можно, а все другое нельзя. Иначе это целлофановый пакет. Ладно, шампунь. Ну, так Поэтому... еще зубную пасту также. Да, разрезают тюбик. Разрезают тюбик и в целлофановый пакет выжимают. И меня удивляло, например, всегда, что в одном и том же спецприемнике, вот в одном и том же, вот в этом году можно апельсины, но нельзя яблоки, а на следующий год может быть в этом же наоборот. спецприемнике. И уже работники уже знают и нас, и, значит, мы их знаем, и как бы уже разговариваем как бы совсем по-другому. Я иногда спрашиваю, слушайте, ребят, ну вы мне объясните. Поначалу меня, например, возмущало, когда вот обязательно нужно вот шнурки у них вытаскивают, значит, Там а иногда в штанах есть. спортивных он вшит, и бывает его не выпаришь. И я спрашиваю, зачем? Ну, вы что думаете, что человек, которого посадили там на 15 суток, вешаться будет в камере? И однажды мне один, ну, такой же в возрасте, значит, дежурный, он говорит, да нет. Понятно, что он не будет вешаться, но, говорит, вы поймите, здесь бывают люди в разном состоянии. Бывают наркоманы, у которых начинается ломка, и может быть все что угодно. Вот когда мне объясняют, почему, я согласилась, Ну, да, я когда понимаю. есть логика да. какая-то. Ну, а шампунем что? А почему вот это нельзя? А он говорит, а я не знаю, вот у нас санитарный врач, вот она повесила Да, список. из управы пришел список. А завтра пришла другая санитарный врач, она повесила другой список. Все, это не объясняется. У меня был шок, конечно, когда прокурор запросил Илья 9 лет. Мне казалось, что я что-то не поняла, я что-то неправильно расслышала. Потому что такого быть не может. А потом, когда вот мы уже вышли из зала суда, но еще приговора не было, и вот был момент, когда вот да, так немножечко меня накрыло.
Ну, так, я быстро справилась. И, в общем, на момент приговора мы уже так достаточно спокойно это восприняли. Как бы философски, что, ну да, и кончится режим, кончится срок. Выбрал дорогу, мы по ней идем, мы рядом, и мы помогаем. А там что будет? Но очень серьезно у меня тоже прям вот меня накрыло, когда мы приехали на суд к Диме Иванову. Молодой мальчишка, накануне диплома, талантливый, вообще совершенно прекрасный парень. И вдруг ему... Ладно, там даже Илья, как бы, все-таки, ну, у них считается, что Илья вот такой вот, значит, революционер, вот он вот там народ, там баламутит. Ну, я так понимаю, как в их представлении. Но Дима, ну, еще не успел с их точки зрения столько нагрешить, чтобы вот так жестко ему, ведь никому уже больше столько потом не давали вот срока. А у него точно такой же приговор. И когда я услышала вот точно такой же приговор, теми же словами, и вот этому мальчику совершенно жизнерадостному, любящему жизнь, талантливому, у которого вся жизнь впереди, вот такой срок. Вот тут мне было очень прям тяжело, поэтому я после этого достаточно долгое время не могла вообще ни на какой суд никому идти, потому что меня просто вот накрывало по новой вот это. Потому что она вышла и сказала, И- дежавю. И когда Дежавю, прям вот. случилось с Навальным, я не могла поверить, потому что мне казалось, что один раз, вернувшись, что называется, с того света, и я прекрасно помню этот момент и как мы об этом узнали. И я помню потом тот момент, когда он, значит, вот вышел из комы, и Илья позвонил, мы были на улице, и новости не читали в этот момент. И Илья позвонил, сказал: мам, все, вышел из комы. Вот. И мне казалось, что теперь он вот, ну, просто на одном характере, но он выдержит. И мы обязательно его встретим, и он обязательно выйдет. И я сначала не верила. И я сказала, пока Людмила Ивановна не скажет, что она видела тело. И меня очень смущало, что они не отдают. Я понимаю мотивы, почему они могут не отдавать. Я не понимала, почему они не показывают. Опознание все равно. Понятно, кто это, что это, вот документы, все. Но все равно как бы вот так. Почему они не показывают ей? И у меня все время была все равно надежда. Ну вдруг. Ну это какая-то хитрая игра. Это какой-то тайный там, я не знаю, что... Чуда не бывает. Но все равно, пока Людмила Ивановна не подтвердила, я все равно как бы надеялась, что это что-то другое. И в тот момент, когда вот мы узнали, что случилось то, что случилось, у меня было такое чувство, ну, я никогда в жизни такого не испытывала, такое чувство какой-то, знаете, обреченности, что вот все, теперь уже ничего, никогда хорошо не будет. У меня же была, по-моему, пятница, и я знала, что Илья адвокат в этот день находится. И я прям смотрела по часам, когда от него выйдет адвокат. И я понимала, что когда адвокат входил, он еще об этом не знал. И сейчас он выйдет, и он узнает. А впереди выходные, и самое раннее адвокат к нему приедет только в понедельник. Я очень переживала, как он вообще вот эти дни переживет, и как бы там не наломал дров. Я понимала, что может быть нервный срыв, я не знаю, все что угодно. Нет, но он оказался, в общем, сильнее, чем даже я о нем думала. Выдержал, хотя, конечно, это очень тяжело, потому что второй такой близкий друг, и при таких, и тяжело. Но справился. Алексей Навальный был моим другом, как и Борис Немцов. Мы делали общее дело и посвятили жизни тому, чтобы Россия стала мирной, свободной и счастливой. Теперь оба моих друга мертвы. Я ощущаю внутри черную пустоту и, конечно, понимаю собственные риски. Я за решеткой. Моя жизнь в руках Путина, и она в опасности. Но я продолжу гнуть свою линию. Стоя над телом Бориса в феврале 2015 года, я поклялся себе не бояться, не сдаваться и не бежать. Спустя 9 лет, оплакивая Алексея, я могу лишь повторить эту клятву. Ну, какую-нибудь хоть открыточку покажите. Да. Вот иногда присылают стихи. Роберт Рождественский, Да. ничего себе. Я все время поражаюсь тому, какой у него почерк, конечно. А у него такой был и до тюрьмы. Да, Да я все время говорила: Илюша, какой у тебя безобразный почерк. ужасный. Вы, может, не школе. видели. Я вот боюсь сесть в тюрьму, Нет. потому что никто не прочтет, что я оттуда напишу. Нет, я теперь знаю, потому что после свидания, значит, он нам передал пачку писем, значит, попросил сохранить разных людей. И действительно, есть такие почерки, и что адрес просто невозможно невозможно даже адрес прочитать. разобрать. Вот видите? Это правда. Я верующим был почти с рождения. Я верил с удивленным наслаждением в счастливый свет домов многооконных. Весь город был в портретах, как в иконах. А у вас верующая семья? Нет. Он в свое время, да, и Библию читал, он как бы пытался, потом спросил: а я крещеный? Ему сказали: да.
крещенный, в год тебя крестили. Он сказал, не надо было этого делать, я должен был в взрослом состоянии сам выбрать, креститься или нет, или в какую веру. А что после смерти, по-вашему? Жизнь. Нет, я скорее агностик. Я верю, что что-то есть. Я верю, что все-таки какой-то предначертаны какие-то вот 2 даты определены в нашей жизни. Вопрос только, каким путем ты пройдешь этот путь между этими 2 датами. Алексей же сказал, смерти нет. Валера, вот вы, получается, сейчас старший мужчина в семье. И выходит, что вы никого из них не можете защитить. Для мужчин это довольно сложное переживание. Есть такой момент. Но я стараюсь защитить настолько, насколько я могу. Сейчас, на данный момент, что я в силах делать, я делаю. По крайней мере так, чтобы сын понимал, что у нас все в порядке, у нас все спокойно в семье. И что мы держимся и стараемся держаться достойно, и он в нас уверен. Татьяна выглядит человеком, который взял себя в руки. Вы ее видите наверняка другой. Чего ей все это стоит? Тяжело. Действительно, на самом деле бывает очень тяжело. Я стараюсь помогать настолько, насколько могу. А вам кто помогает? Ну, вы же сказали, я единственный остался старший мужчина. Поэтому, кто? Я не знаю. Не знаю. А на что вы надеетесь? Я где-то недавно прочитала, пока мы живы, у нас есть будущее. Всегда же ребята, которые живут в такой ситуации, они готовы на себя брать риски, но всегда очень, за родных. И для Ильи очень важно было, и он всем друзьям наказал, что я знаю свою маму, она сейчас может в свою раковину забиться. И вы уж, пожалуйста, не вставляйте, чтобы... И для него очень важно, чтобы у нас жизнь продолжалась, несмотря ни на что. И поэтому мы достаточно часто собираемся у него на квартире с его друзьями. Когда мы куда-то выходим, то, как Юля говорила, да, они не увидят наших слез. И как Илья все время говорит. Надо держаться, и поэтому, когда мы идем на свидание, то, значит, нужно сделать маникюр, надо, значит, уложить волосы, накраситься, чтобы я видела, что мы в порядке, что не рыдаем, не все, жизнь кончилась, все пропало. А вы так друг друга подбадриваете? Кто у вас главный по подбадриваниям? Кто чаще сдается так, по чуть-чуть? Наверное, мужчина. А, да? Вы сильнее? Наверное, да. Да большое мужество это признать, Валер. Дорогого, да, стоит с прямой спиной приходить к нему на свидание и не плакать? Да нет, не плачем. Как-то и слез уже нет, наверное. Не знаю. На фоне того, что происходит, по крайней мере, жив, здоров. А столько людей сейчас потеряли все. И у нас есть знакомые на Украине. Или как Людмила Ивановна, когда мы с ней разговариваем. Да, есть люди, кому тяжелее гораздо нас. Говорит, а что, уже все самое страшное уже случилось. Поэтому у нас пока живы, есть будущее. И я все-таки верю, что все не напрасно, что ничего не бывает зря. И ничто не бывает напрасно. И поэтому обязательно, не знаю, увидим мы это или не увидим, но так должно быть. Это как говорится. Люди говорят, за что нам такое? Не спрашивай за что, спроси для чего. Для чего? Не за что. Для чего? И еще, я тут помню, Альбац рассказывала, она ему написала после, она тяжело, конечно, переживает уже гибель Навального. И она говорит, 2 недели закрылась дома, и никуда не выхожу, не могу не общаться. И он ей говорит, Женя, вы что, жизнь все равно продолжается. Пока вы живы, жизнь продолжается. Я сижу за решеткой, а вы можете выйти, и вы не выходите. Так нельзя. Уныние лишает нас воли и делает слабыми. А безвольные и слабые люди не способны отстоять свободу и собственное достоинство. Поэтому давайте договоримся, друзья. Никакого уныния. Да, мы несем тяжелые потери, но мы все равно победим. Это правда, что в детстве он был достаточно болезненным ребенком, у него был сколиоз, и вы много сил потратили на то, чтобы заниматься его реабилитацией? Мы пытались с этим бороться, но проблема в том, что мы не очень понимали, как бороться. То, что, в общем, говорила традиционная медицина, в общем, это все равно, что мертвому припарке.
Не помогло. Ну да, но для меня это болезненная тема. Я считаю, что я на тот момент не сделала всего того, что надо было сделать. Ну, Что просто надо было? по незнанию. Ну, например, когда мы достаточно уже во взрослом состоянии попали к мануальному терапевту, ну, вот он говорит, что можно было сделать, если бы это было сделано раньше. Я боялась, что, наоборот, можно делать хуже. Ну да, проблемы есть, она меня до сих пор беспокоит, конечно. То есть все-таки труд в колонии – это не то, что когда там, ты на воле, да, когда ты можешь там в любой момент и отвлечься, заниматься спортом, и сделать какую-то реабилитацию. Там, конечно, вот сейчас он, естественно, трудоустроен. И, в общем, работа, связанная с чем-то там, они что-то собирают, клеют. Это целая рабочая смена под видеорегистратором. И вот в одном положении. Ну, когда там вопрос стоял, когда он готов был там на лесопилке, на чем угодно, меня это тоже беспокоит, потому что, ну, в общем, с его спиной, ну, есть вещи, которые делать нельзя, а там, в общем, это невозможно. Ну, например, нельзя тяжести поднимать. Когда я говорю, слушай, ну, тебе же настройки нельзя, он говорит, я не могу ссылаться на то, что у меня больная спина, то есть у меня есть мотивация как бы такая вот... Ну, идеологическая, но жаловаться на здоровье – это не моя история, нет. Но, тем не менее, перед тюрьмой он очень много занимался спортом, чтобы, как он говорил, быть в хорошей физической форме Да, перед тюрьмой. Да, потому что в какой-то момент, он еще был совсем молодой, и было много друзей, которые старше его, он говорил, я так смотрю на ребят, и как-то после 30 у всех начинаются какие-то такие проблемы со здоровьем, а я как бы не хочу становиться раньше времени. Я стариком. Многие же вещи нельзя ему делать. Например, в том же спортзале многие упражнения ему нельзя, потому что велика вероятность межпозвонковых грыж может защемить нерв, и ты останешься парализованным. Поэтому с этим надо очень осторожно. Но то, что можно делать, но сейчас со спортом совсем плохо. Потому что если кто-то в бараках на общих основаниях сидит, у них там есть возможность все-таки хоть как-то заниматься и, по крайней мере, ходить. А здесь-то они, в общем, практически в заперти. И прогулка – это вот там сколько, я не знаю, 10 метров туда, 10 метров в каменном мешке, 10 метров обратно. Все. Даже турника нет. Поэтому с этим плохо. Когда его определили уже вот в лагерь в Сафоново, первые 10 дней он был как обычный заключенный. Мы вздохнули, скажу вам честно, потому что он нам звонил достаточно часто. Представляете, что такое услышать вживую сына, которого давно-давно уже не видишь. И потом это все прекратилось, и через дней 10, наверное, его вот перевели на строгие условия содержания. Я так понимаю, что это была определенная команда сверху, и все вот сейчас идет в этом не очень хорошем режиме. Самое главное, для Ильи вообще это самое главное, это общение. То есть он как политик. Вот вы спросили, когда он определился со своей карьерой, так сказать, политической. Я могу сказать вам, что он очень давно. Но для меня так с детского сада, наверное. Потому что даже в детском саду они еще в те советские времена они умудрялись устраивать какие-то демонстрации, протеста. Поэтому политическая карьера и Илья для меня, это, например, это одно и то же. Вот, это его жизнь, наша жизнь. Да, это во многом. А расскажите немножко про себя. Про вас мало что известно, кроме того, что говорят, что родители Яшина из среды технической интеллигенции. Где вы познакомились? Как это было? Вы оба москвичи? Нет, я из Подмосковья. Так. Муж москвич. Коренной. Моя подруга, с которой мы вместе работали, да, она встречалась с его другом, и, в общем, была общая компания. Я изначально работала корректором, а потом вот в Институте физики, значит, у нас была такая называемая печатно-множительная лаборатория. А вы что делали? А я работал в строительном цеху. То есть вы строили... Строитель. Да. Просто так сложилось, и этот институт рядом с нашим домом. Это было удобно ходить в ясли, в сад и прочее, и водить куда-то ребенка. Книжки в доме были? Конечно. Но с книжками было сложно в советские времена. У Валерины родителей, да, у них было больше, у меня дома было мало. Мы завидовали, наоборот, всегда, когда у кого-то в доме были какие-то собрания сочинений, это всегда было важное дело. И мы, да, и как
многие из наших знакомые сдавали макулатуру, чтобы какие-то эти книжки купить. Когда после перестройки вот это все и появились книги, о которых мы только слышали, они читали, и была возможность покупать, мы, конечно, все это покупали, читали вместе с Ильей, поэтому, собственно говоря, у нас все время были такие дома разговоры. В то время, когда книги было нельзя купить, но зато же были толстые журналы. Вот. И мы читали там. А поскольку, значит, работали, у нас там был еще и переплетный цех, то мы потом, значит, из этих толстых журналов и переплетали вот эти романы. И, например, там первый раз прочитали Гарсия Маркес, как раз вот в «Иностранке» печатался. И Илья прочитал «100 лет одиночества» еще до того, как бы это вот стало уже. Там уже у меня подруга работала, да, в библиотеке. И поэтому у них же были все журналы в наличии, и поэтому, и на них существовала в библиотеках очередь. Люди записывались и ждали там неделями и месяцами, чтобы вот этот журнал получить и прочитать. Вот. А вот вы были политически активны? Выходили на митинги? Наша молодость прошла в 80-х годах, ранняя молодость, поэтому тогда митингов не было. Мы очень сильно переживали за все эти события 90-х годов. Интересовались, очень много читали и обсуждали, и тогда смотрели. Телевидение было немножечко другое. И родители смотрели все эти съезды по телевизору тогда. Важнейший вопрос. Значит, когда Илье Яшину исполняется 6 или 7 лет, вы отдаете его на бокс? Нет, мы его не отдавали на бокс никогда. Он хотел, но это единственное... Нет, две вещи, против которых я была категорически против. Все остальное мы как бы договаривались и решали. Но бокс это было и татуировки, это было единственное, против чего я была категорически против. Нет, я не против того, что, собственно говоря, потом он и сделал, да, там, поставить удары, там, чему-то научиться, но заниматься боксом, и если бы, не дай бог, он им увлекся и заниматься профессионально, вот я абсолютно против. Я считаю, что это такой вид спорта, который нет. Конечно, жена права в том, что, в общем-то, скажем так, боксу, не в прямом понимании этого слова, а оборонным способностям он все-таки в основном обучался, наверное, в спортзале. Но я ему подсказал просто, как сделать так, чтобы не было сильных последствий. Там-то учат бить, а я учил бить так, чтобы это не было последствий. То есть, чтобы бил, но не убил, скажем так. Я понимал, что в конечном итоге все эти провокации бесконечные, провокаций было очень много. И начались они очень рано, что надо помочь. Значит, это все было втайне от вас, что ли? Нет, не совсем. Нет, позже, когда он уже ходил. Нет, у нас втайне никогда ничего не происходило. У нас такая семья, в которой все решалось коллегиально, скажем так. То есть у нас любые решения, важные и неважные, мы все-таки обговаривали составом семьи. Причем с Ильей это было связано с самого раннего возраста. Он не то чтобы этим сильно занимался, но когда ходил, естественно, в спортзал, то он пробовал чтобы уметь себя защитить. И он мне все время приводил в пример. Григорий Алексеевич-то занимался боксом и ничего. Это никак не сказалось на его здоровье. Это был такой аргумент. Но это уже это же не серьезный спорт. Это так, для себя, что называется, чтобы чувствовать себя уверенно. Слушайте, у вас же какое-то фантастическое внешнее сходство. Вы знаете, самое смешное заключается в том, что это сходство появилось со временем. Потому что раньше все говорили, вылитый мама. А у меня, видите, все-таки немножечко такая внешность, скажем так, неординарная. Не ревнуете, что он мамин сын? Ни в коем случае. Я все сделал для того, чтобы он был мамин сын. Знаете, был в нашей жизни такой момент. Значит, я для себя решил, что жена не будет работать. Это как раз уже тогда, когда я уже ушел в частную, так сказать, фирма своя была. Я же по первой своей специальности архитектор, и поэтому как-то у меня все со строительством связано. Поэтому у меня была своя маленькая фирма строительная, небольшая. Много она дохода не приносила, но на жизнь хватало на тот момент. И я в какой-то момент решил, что
жизнь внутри нашей семьи я, наверное, смогу обеспечить, а вот внимание сыну и воспитанием сына, конечно, лучше будет заниматься мать. И поэтому она занималась более плотно сыном. И когда я сказал, что я много сделал для того, чтобы он стал маминым сыном, я имел в виду именно это. Я обеспечивал семью, быт семьи, закрывал эти вопросы, а жена все-таки в большей степени занималась воспитанием сына. Хотя тоже это воспитанием сложно назвать, потому что все воспитание проходило через беседы. Я считаю, что это, наверное, послужило тем, что он стал тем, кем стал. Потому что он привык, что идет через беседу, что каждая проблема должна обсуждаться. И решение этой проблемы, оно не может быть авторитарным, оно должно быть консолидированным. И то, кем он стал, на сегодняшний момент, конечно, в огромной степени это заслуга матери. При том, что Илья невероятно внешне похож на папу, кажется, характер ваш. Не знаю, мне кажется, свой. Всего понемножку. Но он мамин сын. Давайте честно. Маме. У нас всегда было с самого раннего детства. У меня была в свое время начальница на работе. И когда там больничный или что-то такое, если я к работе подходишь и с ним за ручку, с маленьким, она все время говорила: слушай, мне так нравится, вы идете, вы все время разговариваете. Поэтому все время разговаривали. Когда люди разговаривают, они не остается места для ссор. У нас не было такого, чтобы мы вообще от чего-то отговаривали. Мы все обсуждали. Мы все, любую, не то что проблему, а даже какую-то ситуацию, мы объясняли. Настолько, насколько могли, конечно, мы объясняли, что везде должна присутствовать логика. Везде нужно включать голову, оценивать возможные риски, стараться быть подготовленным к чему-то. Был период, когда он, как все мальчишки, фанател по футболу. Мы как-то все спартаковцы. И как раз тот момент был очень бурный момент в футбольной спартаковской истории. Спартак был на подъеме, и Илья прям тоже был на подъеме. Ему очень нравились эти фанатские все эти дела. Мы ему объясняли: ты пойми, фанаты – это своеобразная толпа. Все равно находиться в толпе – это определенный риск. И он он прислушивался. Да, он фанател, но он от этих бурных фанатских каких-то движений он находился немножечко в стороне. А вы вместе на футбол ходили? Конечно, мы спартаковцы несгибаемые, поэтому мы ходили даже еще раньше, когда «Спартак» играл в Лиге чемпионов с золотым составом, когда они играли с «Барселоной». И в составе был такой знаменитый футболист Арнольдини, по-моему. И Илья тогда был еще не очень взрослым человеком, и он, конечно, больше времени смотрел на эти фанатские трибуны. Мы живые люди, мы совершенно обычные люди, поэтому так судьба у нас сложилась. Так, это письма. Да. Это то, что в письмо, они прям по почте вам приходят? Они приходят на электронную почту. То есть он пишет вручную, они, по электронно ее сканируют, нам присылают, и дальше уже ты распечатываешь, либо читаешь с телефона. Тут все очень личное, показывать нельзя. Письма бывают разные. Бывают же, очень обстоятельные, где какие-то мы бытовые вопросы решаем, и какие-то новости обсуждаем. Бывает большие. Ладно, расскажите, это правда, что он у вас тазик попросил, чтобы вещи руками стирать? Да. Это было самое смешное за все время, что он сидел. Все время же спрашивали, что необходимо в первую очередь, скажи, потому что всегда же ограничены посылки, или если через один магазин посылаешь, то не все можно найти, и иногда приходится ловить по нескольким магазинам. И потом когда его перевели в Бутырку, он мне написал: мам, пожалуйста, закажи мне тазик, потому что мой остался в Капотне. И мы нашли тазик, который складной, чтобы его можно было взять из камеры в камеру. Он такой же мамин мальчик, вы всегда за ним все.
У него такой подход, что, значит, либо ты делаешь руками, либо ты, значит, зарабатываешь и делает кто-то, но ты за это платишь. Ну, как бы, но, по крайней мере, если есть проблема, ты должен ее решать. Там, стираешь ли ты сам, отдаешь ли ты в прачечную, там, в стиральной машине или что-то. Он и вот в отношениях, так я понимаю, со своими девушками вот так же не было такого, что ты должна делать то-то, то-то. А вот я делаю то-то. Но у нее, конечно, был опыт самообслуживания. Но, опять же, там, постирать носки в тазике, как бы, это одна история. Но они же все стирают так. У них же нет ничего другого. Это же вот крошечная, значит, вот эта камера, где там даже, по-моему, по закону, по-моему, там 2 квадратных метра на человека. То есть эти двухъярусные кровати, тут же этот умывальник и туалет. И как они все это умудряются там делать, я не знаю. И приезжают же на суды же, и, в общем, хорошо выглядят. Иногда я смотрю на прокуроров или на, значит, вот там у нас, например, на процессе были эксперты. Как-то выглядят они хуже гораздо, чем люди, которые сидят за решеткой. Такое впечатление, что вот они только что вскочили, значит, с постели и чуть ли не в пижаме, всклокоченные, значит, прилетели, не стриженные. А те, кто сидит за решеткой, в общем, ну, обрати внимание, они все выглядят очень хорошо и все очень чисто, ухоженные. Это, как всегда, про Илью писали, вот все вот эти вот прокремлевские, это что? Ну, конечно, да, вот он пришел на митинг, значит, видно, что он вышел из дорогого салона. И мне все время так смешно, потому что я, знаю, как это выглядит. Вот это вот 5 минут назад из салона, и я знаю, как это выглядит на практике. Это действительно 5 минут. Но сейчас он перешел по хозяйственной части на новый уровень. Стирает, готовит. Готовить, да, потому что, конечно, тот вот рацион, который там, я вообще не знаю, конечно, как на этом можно жить. Дело не в том, что много-мало, но просто это то, что как бы вот есть нельзя. Он все-таки такой приверженец, более-менее правильного питания. Вот. Как он умудряется вот это составлять в свой рацион, потому что мне подробно рассказывал. Но я не знаю, хочется это забыть, потому что, вот есть какой-то ларек, значит, где ты можешь сейчас, в связи с инфляцией, им тоже увеличили сумму, он может тратить в месяц 10 тысяч. И вот на эти 10 тысяч, значит, в этом ларьке покупать, значит, продукты. Причем это же не каждый день ты заказываешь, да, а там, по-моему, то ли 2 раза в неделю этот ларек, или даже реже. В общем, он вот как-то вот умудряется заказывать вот помидоры, огурцы, чтобы хоть какие-то были овощи, яблоки, потому что больше ничего нет. Но это сложно, да. Мне всегда казалось, что в отличие от своих ровесников и коллег по политике, Илья с самого начала был политиком. То есть, многие из них росли и в конце концов становились публичными политиками, а он всегда обладал вот этим каким-то супер навыком разговаривать с людьми. Мне хотелось, чтобы он был очень коммуникабельный, чтобы мог именно в любой среде, в любом коллективе как-то находиться. Я ему всегда говорила, что легко быть в кругу друзей, да? Когда люди с тобой там одинаковых взглядов, когда ты нравишься, и они тебе нравятся. Это легко. Но в жизни иногда бывает, как жизнь показала, это правда. Иногда ты попадаешь в такой коллектив, где и ты, может быть, неприятен, и тебе неприятно, а взаимодействовать как-то надо. Как, например, сейчас, да, вот. То есть там с ним могут быть в камере или там те, кто вот воевал, а он вот совершенно против войны. Те, кто говорит, а что и правильно, так их и надо. И все равно надо как-то разговаривать, им находить общий язык надо. Он поэтому и ездил много, и в лагерь ездил, и у него даже был опыт жизни в казарме. Тоже был. Это как? У них же было в свое время в школе вот этот предмет ОБЖ. Вел его, по-моему, подполковник в отставке. За нашим районом, видимо, была закреплена вот как раз Кантемировская дивизия. Но это было не обязательно, это было по желанию. Кто не хочет, значит, могут вот в школе проходить, там маршировать и что-то такое делать. А поскольку мы всегда были, значит, против призывной армии, и так знали, что такое армия, вот. И надо сказать, что преподаватель НВП, он Илья терпеть не мог. Он просто его не переваривал. Потому что в армии же там, да, есть, принято. А у Ильи всегда 100 вопросов. Зачем это? А для чего это? А иначе какой смысл? В 10 классе вот сказали, что будут такие сборы. И я пришел и говорит: слушай, мам, а вот такой вот Кантемировская дивизия. И я говорю: а ты хочешь? Он говорит: да хочу, интересно посмотреть изнутри. Я говорю: отлично, я только за. Потом пришел папа вечером с работы, и он говорит: пап, слушай, я поеду на сборы. Он говорит: ты что, а мама? Он говорит: мама разрешила. А к тому моменту, как раз же это Чеченская война,
И вот эти там фильмы, там типа Невзоровских, Чистилище, вот это все. И у него тоже появилась такая мысль, что, наверное, надо сначала родину защищать, пойти в армию, а потом уже учиться. И я сказала, а ты вообще понимаешь хорошо, что там происходит в Чечне? И кто, какую родину, от кого защищает? Если ты понимаешь, объясни мне. Я вот не очень понимаю. Я не понимаю, что такое зачистка села, где живут мирные жители. И мы очень долго с ним об этом разговаривали. Когда вот такой выдался момент, я сказала, о, отлично, езжай, посмотри изнутри. И вот он съездил. И это был хороший опыт, полезный. Правда, надо сказать, из нашей школы мальчиков он поехал один. Больше желающих не нашлось. Родители не пустили никого. Это вот к патриотизму. То есть как бы на словах-то все, вот, да, а вот когда коснулось, как-то в казарму желающих не нашлось. Когда перед этим было родительское собрание, и, значит, вот те, кто должен был поехать, должны были прийти родители, значит, там что-то подписать. И я пришла, и этот его преподаватель, он долго не мог поверить, что это Илья. Он говорил, нет, а вы точно, вы ничего не перепутали? Нет, а вы точно Ильима? Может быть, вы что-то не поняли? Я говорю, почему не поняли? Мы все поняли. И я помню, мы же приезжали туда, мне же интересно, мы же в первый выходной поехали посмотреть. Правда, папа говорил, что тебя же не пустят, это же воинская часть. Я говорю, у меня ребенок несовершеннолетний, я пройду куда хочешь. И никто связываться не будет. Ну, правда, мы, Илья, я полную инструкцию. А вы такая прям боевая мама? Ну, когда у тебя несовершеннолетний ребенок, ты за него отвечаешь. Ну, мы с ним так подробно говорили, как себя вести в такой ситуации или в иной ситуации. И если вдруг случится... Я понимаю, что, конечно, все невозможно предугадать, но все равно какие-то моменты, я понимала, что он не растеряется. И когда мы, я помню, приехали туда посмотреть, как это все устроено, и видели там эти пьяных офицеров, которые, значит, вот новобранцев гоняют по плацу. Просто так. Вот просто потому, что вот он пьяный, вот я так хочу, вот я могу. У меня есть над тобой власть. Ну и они все это видели. Они видели, конечно, и солдат, которые, значит, друг у друга воруют там значки, пилотки там какие-то и продают просто, чтобы купить поесть. Но это было вот как раз 99-й год. Вот. Не знаю, насколько сильно изменилось сейчас, но вот тогда это была просто катастрофа. То есть все вот это он видел. Вот. И я помню, значит, это же был как раз июнь, день рождения Пушкина. А это был как раз тот период, когда вот это везде Пушкин наше все. И Илья говорит, слушайте, ну, Пушкин наше все, давайте как-то тоже сорганизуемся, какой-то вечер проведем. И оказалось, что вот эти ребята десятиклассники вообще не знают ни одного стихотворения Пушкина. Они вообще, вот кроме фразы «Пушкин наше все», они не знают про Пушкина ничего. И вот он рассказывал, я устроил им вечер. Он им рассказывал, читал стихи. Они слушали. Так что, ну, опыт, я считаю, полезный был. А сейчас как у него отношения в тюрьме? Мне кажется, в этой колонии сейчас большего срока, чем у него, нет ни у кого. Но вот как он рассказывает, очень много молодых, совсем молодых. Некоторые, значит, ребята приходят с колонии малолетней. Вот сейчас попадают на строгие условия. Это когда уже, будучи в колонии, там кого-то избил, кому-то руку сломал, кому-то челюсть сломал. То есть вот... И он говорит, что это же такие молодые. Наоборот, какая-то нужна социализация, например. Наказание, значит, не дают звонки домой. Он говорит, мне казалось, наоборот, им надо давать, чтобы они не теряли связь с семьей, там, с матерью, там, с бабушкой, чтобы, наоборот, им хотелось вернуться. А так они, ну, это такая круговая, и они выйдут на карусель, и он выйдет, и он будет такой же. Там попадают, например, он говорит, парень, с другом вышли из магазина, закурили, а потом докурили, бычок швырнули. И сзади выходил мужчина, попали ему в лицо, и тот им сделал замечание. Они его избили и ограбили. Просто за то, что сделал замечание. Мужчина обратился в полицию, и они его и поездили по району и задержали около там, подъезда. А он говорит, а друг? А он говорит, а я друга не сдал. Но он все равно через месяц по другому делу загремел. Но здесь это вот такое вот. И я сейчас, когда вот иногда читаю новости, вот я смотрю, там где-то в каком-то городе, ну, можно назвать банда, да, там вот этих совсем молодых подростков, они вот нападают, значит, тут вот забили там бездомного, тут вот еще на кого-то напали, тут вот, ну, то есть вот этой гурьбой. То, что происходит в колониях, это же все нацелено на подавление. А если человека подавлять, ну, он отыграется потом на тех, кто слабее тебя. Ну, вот он выйдет, он не справится, он не начнет думать по-другому.
Поэтому это такая система очень порочная. И если и начинать в стране что-то, да, какие-то реформы, то это прежде всего судебная реформа и вот реформу ФСИН. Потому что там построено все совершенно не так, как это должно быть. Но он говорит, я для вот таких молодых, я такой странный дядька, который все время чего-то пишет. А он там тоже себя оборудовал какой-то? Я знаю, что в СИЗО он себя оборудовал чуть ли не да, конечно. место писательское, и у него прям был распорядок дня. Ну, сейчас с этим сложнее, потому что работает же целый день. Но все равно он, да, по много и писем пишет, и как бы много чего пишет, поэтому и читает. Ну да, приспосабливается. А с вашей точки зрения, как его тюрьма изменила? Он изменился. Ну, были у него моменты категоричности в своих суждениях. Там, он выслушивал, там, понимал, там, соглашался. Но я, например, видел по глазам, что он все равно остается при своем мнении, хоть и соглашается. Сейчас он стал более терпим. Появилась вот эта вот терпимость, настоящая мужская, скажем так, терпимость. Он стал взрослее, он стал, заматерял, скажем так. Более стал рассудительным, с пониманием относиться и к людям вокруг, и к ситуациям там, всевозможным. И так, стал взрослым. А как вы, вот, как мама, вы видите, как его изменила тюрьма? А мне кажется, он стал добрее и менее категоричен, как это не парадоксально звучит. Когда был совсем молодой, он был достаточно категоричный. Вот белое и черное, без полутонов. Но если, на его взгляд, человек совершил какой-то подлый поступок или что-то, может быть, даже не совсем это подлый, где-то там, может быть, и можно как-то человека понять и простить. Но он был достаточно такой резкий, он мог резко порвать отношения, просто вот прям резко. То сейчас, мне кажется, он так с большим пониманием относится. Никакого осуждения. Иногда там, вызывает у него какую-то там смешку, да, там, какие-то там действия, но без осуждения. И какой-то больше заботой, не знаю. Я не знаю, это возраст или это тюрьма. Последний человек, с которым по политическим соображениям у него был конфликт, это был Дмитрий Гудков. Из своих я имею в виду. Это так, даже я не могу назвать серьезным каким-то конфликтом. Сейчас у них какие отношения? Я знаю, что Дима ему иногда пишет, не часто, иногда. Но мне кажется, вот как раз Дима сам себя чувствует не очень в своей тарелке, потому что он как бы понимает, Дима-то уехал еще раньше. И вот это вот ощущение, то, что как бы вот Илья боялся, что он будет вот это вот ощущать. Вот мне кажется, у Димы это присутствует. То есть вот как-то вот вроде бы я как бы должен быть здесь, но нет, Илья, то есть если Дима пишет, он ему отвечает, насколько я знаю, без осуждения, без всего. Это как бы все равно не близкие отношения, это не близкий друг, но ничего негативного. У него потрясающие рисунки из тюрьмы, которые публикует его телеграм-канал, который он в письмах присылает. Это вы его учили рисовать? Это же нет, он ходил в художественную, да, он ходил в художественную по художественному школу. тоже, а вы тоже рисуете хорошо? Я рисовал, да, если бы я не рисовал, я бы не стал бы тем, кем стал. А какой вам больше всех его рисунок нравится? Мне вообще серия рисунков из СИЗО очень понравилась. Во-первых, характерные очень. И есть глубина в них. Нас как учили? Вы в предмете должны увидеть глубину. Тогда у вас получится. И вот он как-то это уловил. Вы ему об этом сказали? Сказал, да. Может быть, не так, но сказал, да, что очень... Я не знаю, нет такого, прям, что я вот так горжусь своим сыном, да, я вот сейчас подбородок подниму кверху и буду ходить с поднятым подбородком. Нет, есть какое-то чувство сильное к нему, отеческое сильное чувство. Потому что во многом он меня превзошел на самом деле. И это, как нормального отца, это радует. А вообще вот иногда, конечно, да, вот так слышишь, и а зачем политика, вообще грязное дело и все такое прочее. Мне кажется, политика не может быть грязной, не грязной. Зависит от людей, которые приходят заниматься политикой. Кто-то идет для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, а кто-то для того, чтобы сделать жизнь окружающих лучше.
И я вот смотрю на... Вот это же была волна, да, когда вот много ребят пошли молодых в муниципальные депутаты. Это просто совершенно прекрасные люди, которые действительно хотят сделать лучше для других, а не для себя. И им вот так обрубают крылья. А они все равно пытаются что-то делать. И они помогают. И сколько прекрасных людей вот заняты сейчас. И благотворительные фонды. И они все... Ведь так трудно ведь сейчас, когда люди пытаются что-то сорганизоваться, чтобы там чего-то добиться, и все это начинает душить в зародыше. И тем не менее, посмотрите, сколько ребят до сих пор ночлежкой. Вот уже основатели ночлежки уже нет в России, а ребята все равно продолжают свое дело. Да, вот есть дом с маяком, фонд Ройзмана. И какие-нибудь там депутаты, которые иногда говорят, что на какой смысл тратить такие деньги на больного ребенка? Он же все равно вот не жилец, и не боец, и не воин. Ну и как бы какой смысл? А эти люди делают, чтобы жизнь была лучше, чтобы город был лучше, чтобы жить было удобнее, чтобы нищих не было, больных не было. Вот по приглашению замечательной Марины Мелии мы были вот совсем недавно в доме с маяком. И это вот на самом деле вот низкий поклон этим людям. Вот это очень дорого стоит. Но ведь у них же руки не опускаются. Они же делают. Они считают, вот они выбрали этот путь. Они идут по этому пути. Когда Илья заканчивал школу, в нашем доме жил такой молодой депутат Мосгордумы. Очень молодой тогда был человек. В подъезде. И вот сколько уже прошло лет, Илья уже школу закончил в 2000 году. А он так все до сих пор депутат Мосгордумы. Ну, правда, очень быстро улучшил свои жилищные условия. Теперь уже давно не живет в нашем доме. Но вот тогда жил. 5 минут до метро и полчаса до центра Москвы. Подъезжает утром, значит, персональная машина с водителем. Водитель читает газетку или там дремлет. А молодой депутат выходит гулять с собачкой. И вот он так важно, вальяжно, значит, так, никуда не спеша. Потом, видимо, идет, значит, там, кофе пить, там, завтракать, переодеваться. А водитель сидит, ждет. Потом он выходит, значит, едет на работу. Депутат, народный избранник. Потом эта машина приезжает и возит маму по магазину. Пока депутат решает государственные проблемы. И когда ты занимаешься бизнесом, производишь какой-то продукт, в том числе интеллектуальный, какой угодно, зарабатываешь деньги, вопросов нет. Но когда все эти ништяки оплачиваются из бюджета, и пока ты гуляешь с собачкой, пенсионеры, которые, значит, всю жизнь простояли многие у станка, а у нас район, где вот как раз 2 больших завода, которые всю жизнь простояли у станка, а теперь не могут распределить свою пенсию так, чтобы хватило и на лекарства, и на коммунальные платежи. А ты потом днем по телевизору с важным видом рассказываешь, почему нужно повышать плату за капитальный ремонт, до которого эти твои соседи, пенсионеры, не доживут, то как-то вот прям неловко. Вот смотришь на него, и неловко становится. И мы с Ильей обсуждали тогда это. И я говорила: Илюш, вот ты знаешь, делает он, а стыдно мне. Ты молодой парень, но ты спустись вниз, посмотри, с какими лицами люди на работу едут. Вообще, как, чем живут, о чем говорят люди. Нет, ну к нему же не пробиться, это же... И я говорила: Илюш, если бы ты так себя вел, вот честно тебе скажу, я бы от стыда сгорела. Поэтому, когда Илья стал главой муниципалитета, там же, значит, положено и главе муниципалитета, и главе управы. То есть на этот один маленький, крошечный Красносельский район 2 персональные машины с водителем, которые, значит, работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглосуточно. Это же все за московский бюджет. И когда Илья отказался и, в общем, вполне себя обходится общественным транспортом или велосипедом, ну или если очень надо, значит, вот была своя машина и сам за рулем, либо есть каршеринг, в общем, без проблем. И я сказала: мы даже улыбнулись. Не зря мы, в общем, все это правильно воспринимаем, все как надо. Ровно в 5 утра меня забрали на этап из московского СИЗО «Медведь». Капитан попросил встать у стены и включил нагрудный видеорегистратор. В общей массе готовы ехать? Конечно. Сотрудник щелкнул кнопкой, и механический голос произнес: запись остановлена. В какой момент Илья стал интересоваться политикой? Он же рос в 90-е. Время было интересное. Вот. И мы много разговаривали об этом дома. А как, кстати, вообще семья пережила 90-е? Ну, трудно. Но
Но с большим воодушевлением. Во-первых, если мы до этого работали вот, в институте, и это был почтовый ящик закрытый, то потом вот муж ушел сначала в кооператив, потом, значит, свое было маленькое предприятие. Трудно, но весело, интересно. И казалось, что будет дальше. Но все равно где-то у меня подспудно всегда было на подкорке, что в любой момент железный занавес опять может опуститься. И хотя вроде бы казалось, что для этого нет никаких оснований, и многие говорили, что нет, уже теперь невозможно, но все равно где-то вот там сидело, что такое может быть. Да, вот у нас не было возможности там всей семьей поехать куда-то за границу. И мы как бы даже в тот момент и не думали, что когда-нибудь такая возможность будет. Но мы собирали там деньги по копеечке, чтобы куда-то ее отправить. Первый загранпаспорт мы ему сделали, ему, наверное, было лет 12. И мы его отправляли просто с туристическими группами, с детскими. И он ездил один, да. И он, в общем, побывал в гораздо больших местах, чем мы. Вот. Но мне все время казалось, что если даже у нас не будет возможности, мы не сможем сами там куда-то поехать или увидеть, то пусть хотя бы он увидит, и он увидит, как живут люди, как живут цивилизованные страны, чтобы он как бы понимал, ну и при этом не чувствовал... Вот знаете, как всегда говорили, что вот советские люди, вот их сразу видно, когда с границы приезжают советские люди, их сразу видно, у них другой взгляд. И мне хотелось, чтобы вот он был такой европейский человек, коммуникабельный, чтобы вот у него не было никаких-то внутренних барьеров. И так, в общем-то, и случилось. Но и потом, когда мы уже стали сами выезжать, и меня всегда очень радовало, когда я видела наших молодых людей, и ты понимаешь вот разницу между тем, что все время говорили, или, как всегда говорили в Советском Союзе, даже когда приезжали, допустим, актеры какие-то из стран Балтии, да, и говорили, ну вот сразу видно, вот почти иностранец, или вот сразу видно иностранец. Вот что-то такое было, да, что советского человека можно было отличить. Потом вдруг наша молодежь, которая там говорит на иностранных языках и прекрасно себя чувствует. Вот тогда это вызывало гордость, когда я видела, что, посмотри, какие наши ребята вот, российские, замечательные. И очень жалко, если теперь опять все это вернется, и опять будет вот этот затравленный взгляд и мечты о том, что разве можно куда-то поехать. Но ему не было и 20 лет, когда он пошел в молодежное движение «Яблоко». Он пошел сразу, вот, в общем, практически в 11 классе он уже так всерьез задумался. А вообще очень интересно, у него первый такой, не знаю, митинг, я не помню, какой это был год, ну вот старшие классы. И как раз когда вот события в Югославии и бомбежки, и он после уроков, он нарисовал плакат и поехал к Белому дому, что нельзя бомбить мирные города. Там как раз много было коммунистов, еще у кого-то. А потом он написал заметку и поехал в нашу районную местную газету вот как раз по этому поводу. И там они очень удивлялись. Он сказали, а парень, а ты, конечно, молодец, ну, а кто тебе вообще вот идею туда дал? Кто тебя так сподвиг? Он говорит, а вы считаете, что я там, ну, там, не знаю, в 16 лет не способен что-то понимать и понимать, что там бомбить мирные города – это плохо? И, ну, они поудивлялись, они сказали, хорошо, но надо, чтобы было какое-то действие. Приехал, подумал и организовал в школе выставку плакатов, посвященную вот как раз вот этой тематике. Заметку напечатали, ну, правда, подсократили сильно, но напечатали. Потом приехала, значит, съемочная группа через какое-то время. И все главное, что они не могли понять, кто за тобой стоит. Вот как всегда у нас, да, конспирология. Почему-то считается, что вот люди сами не могут. Почему-то обязательно кто-то должен быть. А уже к концу 11 класса он уже четко понимал, что вот его партия – это «Яблоко», и что надо идти именно в «Яблоко». И он поехал в «Яблоко» и сказал, что я хочу вступить. Они сказали, слушай, а у нас вот тут вот есть молодежь собирается, а вот и сходи к ним. Ну, и вот так, как, собственно, началось. Но это не момент наивысшего пика «Яблока». Ну, так он же выбирал не потому, чтобы там сделать карьеру или что-то такое, а именно потому, что то, что они декларировали в своей программе, это наиболее близко то, что чувствовал он. Собственно, он же пошел не то, что, знаете, там, сделать карьеру. Вот я хочу, вот я сегодня стану депутатом таким, потом таким, как вот наш сосед-депутат, да. Он сначала, значит, работал с Хакамадо, потом он был ельцинист, значит, по-моему, в штабе Ельцина работал. Потом он, значит, был лужковец такой, что просто вот прям тельняшку порву. А потом, когда Лужкова сняли, и вдруг оказалось, что он всегда был собянинцем. Илья шел не строить карьеру. Он просто, вот я чувствую так, и я занимаюсь тем, что соответствует моим убеждениям, что мне интересно, что я хочу делать. А что там сложится с карьерой, это как бы уже дело десятое. Ну, политика – это же все равно карьера, да? Ты вот сначала здесь, потом здесь, потом здесь, и ты должен, по идее, ставить на ту партию, которая может
на выборах тебе помочь выиграть? Нет, ну, во-первых, в 16-17 лет он думал не о карьере, а о том, чтобы заниматься тем, что тебе интересно. И чтобы какую-то приносить пользу, ну, чтобы как-то получать какое-то моральное удовлетворение. А потом, да, были у него предложения. И, в принципе, он мог бы сделать хорошую карьеру, потому что с теми же там нашими какими-нибудь, идущими вместе и прочими. Но это просто не соответствует тому же, чего он. Он не для этого туда шел, чтобы, значит, вот как-то устроить свою жизнь. Но в «Яблоке» все равно случился конфликт Митрохин, Явлинский, Яшин, Навальный. Но ничего не получилось в «Яблоке». А потому что, когда проиграла «Яблоко», проиграла выборы, вот как раз именно молодежь, она говорила, что, слушайте, ну, пока мы воюем между собой, «Яблоко» с СПС мочат друг другу, то как бы приходят совсем не те люди, и которые, в общем, совсем не тем курсом ведут нашу страну. И, может быть, нам уже пора не выяснять, кто и когда был прав, и у кого пальто белее, да, а как-то объединиться и общими усилиями что-то делать. И вот 11 раз они тогда пытались объединиться в Мосгордуму, и вот совместные были кандидаты. А Явлинский же нет. Явлинский же, он же, собственно, на чем? Он бессменный лидер, он всегда прав. И если кто хочет, может прийти в нашу партию. Но объединяться мы ни с кем не будем, потому что достойных, так сказать, нет. С этого и пошли разногласия. А «Яблоко» все-таки к тому времени становилось все более и более такой партией, когда надо договариваться с Кремлем и с администрацией. Поэтому и разногласия это пошли. Потому что молодежь, то есть каждое там действие, там что-то они придумывали и хотели делать, а им говорили: о, нет, этого не надо, это слишком остро, а вот тут вот погодите, а вот про это говорить не надо. Ну, то есть как бы суть была в этом. И, собственно говоря, сначала исключили Навального, а потом Илью, потому что, ну, во-первых, видимо, так, я так понимаю, что он уже считался неблагонадежным, потому что он единственный голосовал против и пытался как мог защищать Навального. И, видимо, первая была, так сказать, метка. А потом, собственно говоря, за то, что он вошел в солидарность. Как раз нет солидарности, пытались объединить все демократические силы, а у них это называлось дискредитация партии. То есть сотрудничество с кем-либо, кроме «Яблока», это дискредитация партии. Собственно говоря, вот за это. Личные отношения Григория Явлинского и Ильи Яшина когда-нибудь наладились? Ну, я не знаю, на выборах 2019 года, когда вот и Митрохин выдвигался, они вполне себе там жали друг другу руки и, в общем, поддерживали друг друга. С Явлинским, по-моему, они где-то встречались на какой-то там площадке независимой. В общем, как бы нет каких-то прям таких. Явлинский, кстати сказать, когда говорит о политзаключенных, он вспоминает всегда Илью, говорит про него, не говорит про Навального, но про Илью говорит. Вот. Но я помню Илья, когда у него спрашивали по Явлинскому, он говорил: мне очень жаль, что у него был такой огромный потенциал, и он оказался нереализован, потому что действительно очень умный человек и мог бы, в общем, много сделать. Он вот как-то пошел на вот эти вот какие-то договоренности ради того, чтобы, ну да, вот сохранить партию в том виде. Не знаю. Ну, по-человечески как бы у него нет какого-то отторжения. Обиды. И когда обида, да, нет. Но когда вот там я ему рассказываю, что вот, даже когда сейчас заключение, вот на свидании, там, что вот Явлинский там сказал по поводу Навального вот так-то или что-то такое. Он так все время разводит руками: ну, Григорий Алексеевич, ну что ж теперь. Но Илья... Не то, что для него нет авторитетов, авторитеты есть. Но это не значит, что если ты уважаешь человека, то это не значит, что ты всегда должен придерживаться того же мнения. Мнения у тебя может быть разные. Чем Немцов выгодно отличался от своего поколения политиков? Тем, что если ты не согласен с Немцовым, то ты автоматически не становился его врагом. То есть они могли спорить, они могли там друг друга убеждать. Но если в конечном итоге никто никого не убедил, и каждый остался при своем мнении, то это было просто частный вопрос, по которому у нас разные мнения. Поэтому, собственно говоря, Немцова и молодежь любила. Потому что, ну, как бы, насколько вот я вижу даже со стороны, многие политики вот поколения Явлинского, вот, Немцова, у них так: я старший, я лучше знаю, делай, как я сказал. Вот так. Молодежь не приемлет такого нигде. Ни в семье, ни в партии. Но вот Немцов тот редкий человек, который вот умел найти контакт и на равных разговаривать и с молодыми. За что, собственно говоря, вот его любили и ценили, прежде всего. Но Илья считал его вообще одним из умнейших людей,
которых он встречал. Да, телевидение в свое время сильно дискредитировали Немцова. У меня тоже был такой немножечко образ такой легковесный, какой-то такой не совсем серьезный человек. Когда они близко стали общаться с Немцовым, а потом уже так подружились, я все время спрашивала его мнение. А Илья терпеть не мог в школе больше всего физику. Это вот не его предмет. И он мне все время говорил, вот ты знаешь мое отношение к физике, но Немцов мог какие-то серьезные вещи с физики объяснить так, что даже мне было понятно. В каком году Илья с Немцовым сошлись уже? Вот как раз когда его исключили, потому что, насколько я помню, Илья рассказывал, что как раз когда его исключили из «Яблока», вот в этот момент ему позвонил Немцов и сказал, я вот слышал, что у тебя вот такая ситуация, тебе помощь нужна? Это были какие-то, может быть, как со старшим братом, как с отцом отношения, да? Да. Много всего там сошлось в одном. Я знаю, что он и делился с ним и личными какими-то проблемами. И тот говорил, да, вот я что-то знаю, вот хорошая девушка, вот посмотри, и любит тебя, и все в ней хорошо. Но я же тебя знаю. Ты же через месяц заскучаешь. Понимал, он его в этом смысле тоже как-то понимал. Видимо, что-то такое сходное есть. Он такой же горячий тоже подавался на все эти провокации с драками. Но вот было у него что-то такое, вот уже мальчишеское, ребяческое, и темперамент какой-то схожий. Да. А я писала от радости шалей о том, как мудро смотрит с мавзолея на нас вожди особого закала. Я мало знал, и это помогало. Я усомниться в вере не пытался, стихи прошли, а стыд за них остался. Иногда бывает так. Иногда бывают просто короткие открытки. Мама, у меня все в порядке, не переживай. Мама, у меня все в порядке, надеюсь, ты не унываешь. Люблю, скучаю, Илья. Не унываете? Стараемся. Стараемся. А самое трогательное, когда вдруг на день рождения тебе приносят букет цветов, и вот с такой трогательной запиской. Мама, и думаешь, я очень тебя он люблю. даже в день рождения умудряется сделать так, чтобы тебе доставили цветы. Обещаю, все будет хорошо, я рядом. Илья, еще сердечко зелененькое. Романтик. Как он всегда про себя говорит, я оптимист, хотя у меня для этого нет никаких оснований. Первые акции политика Ильи Яшина, они достаточно радикальны. Побрить голову возле Министерства обороны против отсрочек для студентов. На альпинистском снаряжении подвеситься под мостом вместе с Марией Гайдар и вывесить лозунг «Верните выборы, гады» и так далее. Вот когда вы узнавали, а вы, наверное, постфактум узнавали про эти акции, или вы участвовали в их организации? Нет, в организации мы не участвовали, но у нас был с Ильей договор еще со школьных лет, что все, что происходит в твоей жизни, я как бы тебя всегда пойму и поддержу, но я должна узнавать это от тебя. Вот что бы ни случилось. Заранее? В том смысле, чтобы это не было для меня таким неприятным сюрпризом, если вдруг что-то такое случилось. Поэтому он всегда старался, если даже не сильно заранее, например, если он попадал в автозак, да, он первым делом мне звонил и говорил: мам, я в автозаке, но со мной все в порядке. Когда ему разбили в автозаке голову, это когда был День национального, по-моему, единства, или как это называется, летом, флага. И их забирали, и его в автозак выносили, а козырек вот этот металлический, ему рассекли голову. И там накладывали что-то швов 12, наверное. Там было много крови. А мы в это время как раз были в отпуске, отдыхали. И я помню, он позвонил и сказал: мам, ты не переживай, со мной все в порядке. И я так говорю: а что было? А он говорит: да ничего страшного, так, чуть-чуть задели. А потом, конечно, когда открыли мы интернет, и я увидела, в общем, сколько там было крови. Я до сих пор, когда эти кадры вот иногда какие-то пересматриваю, это вижу, я так до сих пор вздрагиваю. Когда, например, повисли на трасе, то есть заранее мы не знали, но он как раз вот в этот момент позвонил. Прямо оттуда? Да, а как раз папа там ему ракушку для машины ставили, там что-то меняли, и он ему позвонил. Он говорит: не переживай, все нормально, мы тут висим, у нас акция. Еще же там устраивали, когда там типа самосожжение. Да. И они тренировались, тоже я знала, что это есть. Нет, о многих вещах я не знала подробностей, может быть, но как бы знала, что вот что такое готовится, как бы. Но вот этот вот конфликт, условно, с взрослыми людьми из «Яблока» и взрослыми людьми из СПС, который был у этих молодых ребят, он не переходил в конфликт с вами? Вы ему не говорили, что слишком, может быть, радикально? Нет. Что ты, может быть, слишком по-юношески пытаешься... А когда? Как не в этом возрасте? Понятно, что там Явленский, висячий под мостом,
Ну, это нелепо и невозможно, да? Ну, мне кажется, молодежь и должна проводить такие акции. И яркие, и запоминать, что внимание привлекали. Поэтому нет, наоборот, мне казалось, это хорошо. Не отговаривали? Нет. А в какой момент он повзрослел? Самый главный этап – это было все-таки болотное дело. И для меня до сих пор день 6 мая 2012 года, ну, наверное, даже вот имея сейчас то, что имеем, арест и прочее, ну, вот тот день для меня прям, наверное, самый страшный в жизни до сих пор. Почему? Потому что когда началась вот эта заваруха, и было же мало, и вот только вот эти обрывочные в соцсетях, и где-то вот там что-то дождь показывало, что-то еще. И мне на тот момент казалось, что... Речь о том, когда они решили не уходить с Болотной площади. Да, когда вот это началось Месилово, когда их начали. И мне казалось в тот момент, что там все гораздо хуже, чем вот как оказалось потом на самом деле. Мне казалось, что там будет просто гора трупов. Вот у меня было тогда такое ощущение. Вот. И что если они останутся живы, то они уедут надолго и всерьез. Ну, там, на 20 лет. То есть мне тогда было очень страшно. Пожалуй, для меня это до сих пор самый такой день. Но просто потом оказалось, что все это не настолько. Но хотя, в общем, это первый раз, когда такое количество ребят совершенно ни за что, ни про что сели в тюрьму. И тогда это казалось на большие сроки. Там даже 3-4 года казалось это на очень долго. Ни за что. Совершенно случайные люди. Но тогда раскол между даже оппозиционными силами проходил по линии идти или оставаться на Болотной. Я не думаю, что был какой-то раскол. Были просто отдельные люди, которые говорили, что надо так. Ну, кстати, как раз когда решался этот вопрос, как раз Илья-то с Навальным они сидели. Немцов же, собственно, в результате повел. И Илья его поддерживал и говорил: Боря, конечно, главное безопасность людей. Ну, то есть, что произошла бы революция, вряд ли, я так не думаю. И люди были к этому не готовы. А в темную людей подставлять никто был не готов, нет, поэтому... Да и раскола не было, потому что в основном-то все, кто вот они были вместе, кто советовались, они все были заодно, не было разных мнений. Почему ничего не получилось? Ну, мне кажется, уже к этому моменту уже был упущен момент, уже было поздно. А когда было не поздно? Ну, раньше. Когда только пришел. В 2008-2011 году уже было поздно. Когда вот сейчас говорят, ну, например, там многие говорят, ну, хорошо, мы выйдем, но ведь они же будут стрелять. Мне кажется, и тогда стреляли, наверное. Но мне кажется, шанса не было и тогда. Конечно, тогда все были возмущены, да, что и выборы нечестные, и вот увидели люди, и вот опять этот, срок подряд, не подряд, 2 срока подряд, не подряд. Многие же возмущались, но при этом говорили, ну, а что сделаешь? Ну, вот что мы можем сделать? Ну, там, не драться же, да. Ну, нам есть что терять. В общем-то, мы при всем при том, ну, как-то вот у нас жить. Есть и какая-то свобода, и мы можем то, но мы, в конце концов, неплохо живем, не понимая того, что все-таки оно все потихоньку закручивается. Ну, закрутилось до такой степени. Но даже в 2014 году, да, кто-то понимал, к чему все это идет, а кто-то радовался, что Крым наш. В 2015 году после гибели Немцова Илья Яшин был тем человеком, который закончил начатый Немцовым доклад «Путин. Война» о захвате Донецка и Крыма. Были ли угрозы, связанные с завершением этого доклада, и почему Илья решил, что это его миссия это сделать? Ну, а чья? Кто должен был сделать? Они последние годы вообще были очень близки. Но он посчитал, что это его долг. И дань памяти. Были очень тяжелые вот эти вот полгода. И он же, по-моему, доклад-то этот сделал как раз к 40 дням. Да. Но вообще вот это первые полгода были очень тяжелые для него. И в смысле вот здоровья. Ну, тяжело ему это очень далось. Это, может быть, не так видно внешне, но это был очень тяжелый период в его жизни. И, в общем, он с трудом выкарабкивался из него. Но, может быть, как раз вот это вот его и спасало. Что надо сделать, надо доделать. К моменту 2022 года, учитывая то, что он фактически соавтор доклада «Путин. Война», он понимает про операцию примерно все, наверное, больше, чем многие. Те, для которых 24 февраля стало сюрпризом. За месяц, может быть, чуть больше, чуть меньше, выпустил ролик до начала военных действий. На границе собираются войска, и вот это все будет. И он подробно разбирал, что даст эта война России. И, по-моему, у него там было пунктов 10, не меньше. Чем это плохо для России. И в конце он сказал, что нет ни одной причины, для которой бы эта война была
нужна Россия. По законам логики ее не должно быть. Но есть еще один пункт. Человек, который хочу, могу, сделаю. И пусть это плохо для всех, пусть это плохо для страны, но я так хочу. Вот. У меня есть власть, и я могу это сделать. Ну и, в общем, как привел фразу Немцова. Когда многие говорят, что именно за эту фразу он поплатился жизнью. Собственно говоря, так и получилось. Какую фразу? Ну, по поводу кого Путин. Вы Путина считаете своим врагом? Нет, врагом нет. Просто я хочу, чтобы он ушел и ответил за все, что он сделал. Но врагом нет. Да я вообще не считаю врагом никого. Даже там следователя, судью, которые, ну, винтики. Как они говорят. Ну, не я, так другой бы. А вы в это верите? Ну да, ну кто-то, может быть, отказался, есть такие. Но вот я слышала, что у Скочеленко следователь отказался и передали другому. Как Илюша скажет, плюсик в карму. Но придет другой. Пока эта система работает, так это и будет. Потому что и судьи разные есть. Есть, все понимают. И даже как-то с сочувствием, и дают сказать, и даже вот дают там пообщаться. После суда по трансляции дают там 5-10 минут пообщаться. Здесь человеческий фактор. Мне кажется, если систему изменить, то многие будут нормально судить по совести. Систему надо менять. Ну, смотрите, это получается очень большая система. То если виноват не один Путин, а тысячи людей, которые между ним и судом над Ильей, то получается, что новых людей нет куда взять. Это почти все получается. Это же не Путин вешает зетки там на театры, это не Путин его судит, это не Путин не дает вам свиданий. А мне кажется, многое перестроится моментально. Просто мне кажется, нормально и честно жить гораздо проще и легче в нормальной системе. И мне кажется, с удовольствием многие это воспримут и будут делать так. А сейчас, ну, страх, да, держит. Мы, когда еще даже вот по спецприемникам ездили, по отделениям милиции, мы же много разговаривали с полицейскими и говорим: ребят, ну вот зачем вы служите? Ведь вы же понимаете, что вот это все незаконно, то, что происходит, вот это же неправильно. Они говорят: ну да, ну а куда я пойду работать? Вот у меня 2 детей, а вот устройте меня. Тоже такой инфантилизм, там, да, взрослый человек имеет 2 детей, говорит: ну вот устройте меня на хорошую работу, и я уйду из полиции. А кто-то уходит сам. Вот адвокат рассказывал полицейский, который отказался и ушел из полиции в знак протеста, потому что не захотел. Я, кстати, читала роман Марининой, и там как раз она описывает, вот в частном агентстве, значит, у них работает парень, и он пришел из полиции. И Каменская героиня, она говорит: я все думала, слушай, ну, такой умный парень, и прям вот хватка у него такая настоящая. И, казалось бы, он мог делать в полиции карьеру. Почему он ушел, непонятно. А потом выяснилось случайно, что он был в полиции во времена вот этих митингов 2019 года, когда они допустили Мосгордуму. И когда он увидел, что творилось на Трубной площади, и что от него требовало начальство, он сказал: я в этом участвовать не хочу. И он ушел. Это вот написано в романе Марининой. Поэтому даже... Вот где протест, а мы и не знали. Да. Везде человеческий фактор, и люди примерно везде одинаковые во всем мире. Есть садисты, которым, да, вот они идут в полицию, потому что там они могут делать то, что они хотят, и им за это ничего не будет, а наоборот. Только поощрение и награды. Но нормальных-то людей много, гораздо больше. И если создать нормальные условия, будет нормальная работа системы, они, по-моему, с удовольствием перестроятся сами. А отвечать должны те, кто действительно совершал преступление, как вот там, да, в случае с Навальным, или то, что творят с Гориновым. Ведь кто-то же это делает. Да, они подчиняются приказам, но и рвения многие особого не проявляют. Пристав, помнишь, на последнем суде мы были, пристав ко мне подошел, подходит молодой парень ко мне и говорит: Валерий Анатольевич, Татьяна Ивановна, вы не переживайте, мы как раз с Людмилой Ивановной, с Навальной были. Вы не переживайте, зал маленький, но я вас обязательно проведу. Ну, это была такая смешная картина, когда он вышел и подошел к нему, и Валерий Анатольевич пожал ему руку, протянул руку, пожал. Да, Пристав протягивает руку. в суде, вот, да. Вот так вот, вроде как... Это была такая немая сцена, тоже все так... Все так. Это как? И я вспомнил, я с ним на каком-то одном из судов, я с ним разговаривал. Я говорю: слушай, ну ты молодой, здоровый, симпатичный парень, что ты тут делаешь? Он говорит: Валерий Анатольевич, вы не поверите. Я считаю своим долгом показать, что не все такие вот, как вот многие думают.
Ахматова когда-то говорила, что людей, стоявших в очередях, давать передачки своим репрессированным родственникам, она узнает по глазам. Вы узнаете этих людей, когда приходите с передачками, когда едете на суды, когда едете просто в метро? Меня вот очень вообще удивило, вот, честно говоря, когда только Илью арестовали, и вот он попал в Бутырку, и мы приходили там на свидание, вот делать передачи, там всегда ты очень много времени ждешь. Вот ты все время чего-то ждешь. Пока к тебе выйдут, пока у тебя там возьмут документы на оформление. Как Илья шутил потом на свидании, она говорит: мам, ты пойми, здесь тюрьма, здесь никто никуда не спешит. Ну так вот, когда мы только вот начинали ездить в Бутырку, и пока ты ждешь, значит, ты же, естественно, общаешься с теми людьми, которые тоже, значит, пришли к своим, там, к детям, к мужьям, кому угодно. И люди самые разные, и ситуации самые разные, и статьи там самые разные. Но как бы отличает то, что все люди, вот они как бы в своем горе, как в коконе, да, и для них вот это вот такое впечатление, что вот это какая-то внешняя жизнь, вот там война, какие-то события, хоть, не знаю, камни с небес они не заметят, потому что они вот исключительно заняты этим. И мы разговорились как-то, редко такие вообще разговоры заходят, обычно связанные передачи, свидания, что можно, что нельзя. А тут как-то зашел разговор по поводу, ну, у кого какая статья, какие сроки, вот как-то вот так. И мы рассказали об Алексее Горинове. И сначала это был такой шок, и это была тишина. А потом одна женщина сказала, говорит: слушайте, а я ведь слышала, я читала об этом в интернете, но я думала, что это фейк. Это просто, чтобы людей попугать. И что действительно этот человек существует? Мы говорим: ну, конечно, да. И вы его знаете? Мы говорим: да. Мы на суды ходили. И что это действительно вот так? Вот его за это, и его обвинили в том-то, и ему дали 7 лет, и они были просто в шоке. А потом, через несколько месяцев, когда уже у Ильи начался суд, и его перевели в «Медведь», вот это тоже такой интересный психологический прием, потому что это было не только у Ильи, но вот, например, у Димы Иванова было то же самое. Как только начинается суд, они сразу перевозят в другое СИЗО. Когда ты сидишь в этом СИЗО какое-то время, и у тебя одни и те же сокамерники, ну и какая-то, в общем, более-менее налажена бытовая жизнь. А потом тебя переводят в другое СИЗО, и это карантинная камера, а тебя в это время возят на суды. А суды, это значит, забирают очень рано утром. Этот автозак он собирает там со всех и везет там в этот суд. Потом там они ждут. И привозят поздно вечером. И то есть, вот, например, у Ильи начинался суд, его утром забирают, а вечером он приезжает, а там уже совершенно другие люди. И иногда это было так, что он говорит: я вхожу в камеру, уже все спят, а я переступаю через человека, который лежит на полу, потому что ему нет места. И причем, что интересно, в этот момент, как раз вот в этой карантинной камере, его узнали вот и 2 его сокамерника. Это бомжи с 3 вокзалов, которыми он, вот, помогая ночлежке, кормил их горячей едой. И они его узнали. То есть вот они оказались в одной камере. И поэтому, когда, в общем, у тебя нет возможности ни какого-то своего места постоянного, ни помыться, ни умыться, ни как-то подготовиться, естественно, уж о том, чтобы там подготовить какую-то свою речь, это, в общем, очень выматывает. Но, видимо, на то и расчет. И чтобы они в суды приезжали вымотанными, не готовыми, там, не выспавшимися. Когда мы стали ездить в «Медведь», там немножко другая система оформления пропусков. Если ты сумел записаться на свидание на 9 утра, то ты приезжаешь в 9 утра и ты подаешь документы. А само свидание, значит, будет после 12. А там промзона, и, в общем, некуда пойти, и поэтому вот эти там 3 часа все сидят вот в этом в одном помещении, включая тех, кто приносит передачи, сдает. Поэтому народу иногда собирается очень много. Ну и вот мы перед свиданием, как обычно, разговаривали все по поводу того, кто как передачи делает, что как что режут, как что в каком виде доходит. Нас повели на свидание. Такая система, когда там много-много кабинок с телефонными трубками. Мы занимаем места по своим кабинкам, а напротив, значит, вот ряд кабинок для тех, кто сидит. Их заводят туда, и они проходят перед нами. Ну и дальше уже непосредственно начинается, значит, разговор. Берешь трубку и разговариваешь, и там каждый станет своим. Я вообще не вижу, что происходит вокруг. То есть вот я исключительно вижу его, занята разговором, и я как конь в шорах, я просто вообще не вижу, не реагирую ни на что. Вы передаете друг другу трубку или по одному ходите? Нет, там 2 трубки. Нет, поскольку мы подаем документы на 2, есть кабины, рассчитанные на 2 человек. 2 там стула и 2. 18 кабин, вот 2 или 3 кабины рассчитаны, ну там 2
два аппарата стоят. То есть мы одновременно можем разговаривать. Поэтому тут даже когда ты записался на свидание, тебе нужно все равно приехать раньше, чтобы занять очередь, несмотря на то, что ты Двойную. записался, Ну, кто-то чтобы тоже хватило приехал. двойную, потому что их, по-моему, там 3 всего. А выпускают нас тоже всех вместе, потому что нас, значит, поднимают вот в эти комнаты, и ты не можешь выйти раньше. То есть вот всех, кто пришел, и сидит дежурная, она говорит, все, свидание закончено, значит, все встаем, уходим, уводят их, потом нас. И то есть выводят нас тоже все группой. И когда свидание закончилось, вдруг к нам подходит семейная пара, с которой мы вот только что разговаривали до свиданий, и они говорят, слушайте, это Илья Яшин ваш сын? Мы говорим, ну да. Вот. И потом, значит, подошли еще 2 женщины, слушайте, ну он такой молодец, и какие-то там слова поддержки. И дальше вот было каждое свидание или передачу. Обязательно кто-то узнавал, подходил. То есть если вначале вот люди, да, вот это мне казалось, они не как бы вообще были далеко от этой темы, война, там какая-то оппозиция, но вообще не до того, вот как бы есть свое горе. И просто, по-моему, не было ни одного случая, чтобы мы не приехали, и кто-то бы не подошел и не сказал. Вот были такие, например, женщины, которые говорили, ой, слушайте, а я думаю, ну почему же мне ваше лицо так знакомо? А я же видела ваше интервью, а я же там вот видел комментарий. Ну вы держитесь, он не может, он скоро выйдет, Мы он все очень равно. много слов Ну наш-то поддержки хоть за услышали. дело, наш-то хоть вот действительно совершил, но ваш-то за ваш-то. всех, за всех. Прям вот чисто То есть вот это вот по-женски, меня вот да, это ну, поразило ваш вот за что? просто за несколько месяцев. Это вот при том, что вроде бы когда всенародная поддержка и вот, ну вот прям поменялось. Мы были на суде в Смоленске. Суд в Сафоново рассматривал административное дело по, значит, неисполнению так называемых обязанностей иноагента, потому что он не ставит плашку, значит, принципиально не признает себя иноагентом. Ну и вот суд, значит, постановил ему штраф, и, естественно, значит, адвокат подал на апелляцию. А ласточка у нас приходит вот просто минута в минуту, вот просто буквально вот 15 минут, чтобы на такси, значит, доехать и бегом забежать в это здание. И вот мы вошли в это здание ровно вот прям 14:30, подошли к дверям, когда, значит, должно было начаться суд. И мы еще, когда только подъезжали на такси, позвонила, значит, журналистка, которая приехала уже раньше туда, и она говорит, слушайте, нам поменяли зал, вот теперь будет зал такой-то, потому что вышла секретарь и сказала, а почему столько много народу? В этом зале не поместится. Ну, зал-то обычно действительно маленький, там, ну, максимум, не знаю, на 5 человек, потому что обычно же на суды ходят, ну, только родственники там близкие. И когда мы вошли, мы увидели, что зал полный. А кто эти люди? Это жители Смоленска. Смоляне прям? Да, да. И совершенно причем разного возраста. И начиная от совсем юных, там 18-19 лет, и люди нашего возраста полный примерно. срез. Я даже сначала не поняла. Мне даже сначала мелькнула мысль, что это, может быть, специально каких-то студентов привели, как вот это бывало такое. Но самое интересное, что удивились не только мы. Удивился и судья. И он, наверное, минут 15, он пытался, значит, понять и говорил, а я не понимаю, нет, ну вы же не родственники. А почему столько молодых? А почему вы пришли? Это же формальный суд. Это же совершенно формально, неинтересно. А тут ничего интересного не будет. Но меня так несколько вывело, потому что мы, когда вошли в зал, я увидела, что нет экрана, и было понятно, что видеотрансляции не будет. И я боялась, что он сейчас перенесет на другой день, когда Илья сможет участвовать лично, а для Ильи это тоже принципиальный вопрос, чтобы, значит, вот высказать свою позицию, тем более по вот иноагентству, которое для него, в общем, такая тема тоже такая очень серьезная и больная. И я, конечно, так немножечко на взводе была, и думаю, если он сейчас рассмотрит без него, то я представляю, в каком бешенстве будет Илья. И уже обращаясь, значит, к публике, сказал, нет, ну что тут интересного? Я говорю, ну, может быть, дело в личности подсудимого. Вот. И он так задумался. Ну, да, ну, наверное, да. А почему вы, типа, с места говорите? Я вот не... Я говорю, ну, так вы же еще заседания не начались. Вы обратились к публике. Спросили, я вам ответила. И тогда как бы там тоже девчонки осмелели и тоже что ли начали ему говорить. Мы пришли по велению сердца. И потом, когда, значит, вот он перенес это заседание, вот, и мы стали выходить, и эти люди к нам подходили, даже потом с нами, хотя там дождь был проливной, но там ребята, и вот прям совсем молодой парень, студент, и вот там девочки, и там юрист местный, несколько человек, а они с нами, ну, пойдемте мы вас проводим, и покажем, где вот можно посидеть, там, выпить кофе, поесть и погреться. Было так трогательно и вот неожиданно. Все говорят, слушайте, я уже здесь живу недалеко.
Если вам нужно будет переночевать, если вам нужно будет остановиться, а может быть сейчас у вас время есть, вот чтобы вам побеться, закончился. может быть пойдемте там. И то есть один человек, второй, третий, потом подошла такая совершенно очаровательная женщина, ну примерно нашего возраста, там может быть чуть моложе, она говорит: я тоже живу вот здесь вот рядом, вы можете на меня всегда рассчитывать, у меня тоже сын Илья. И она потом так немножечко с обидой говорит: вот почему-то принято считать, что вот люди в возрасте, они вот как бы поддерживают власть. Это же совершенно не зависит от возраста. А вот маме моей почти 90, но она совершенно адекватно все оценивает и понимает, что происходит. Вы держитесь, все будет хорошо, это обязательно все закончится. То есть таких вот я людей встречала много. Но никто ни разу мне нигде не сказал, что даже там, например, там где-то около своего дома в дворе, где, в принципе, знают, да, кто он и что он, и за что арестован. Но никто ни разу не подошел, не сказал, что сын предатель или что-то еще, или там как-то прошипел в спину. Ну, вот такого не было ни разу. Наоборот, даже из тех вот родственников, кто раньше считал, что как бы, ну какой смысл ходить на выборы? Ну там они все равно уже все решили. И от нас все равно ничего не зависит. Ну какой смысл выходить? Ну разгонят и все. И все равно не сделают так, как им надо. То с началом, вот с февраля 2022 года, в общем, даже поменялось, мне кажется, отношение у многих. Мы даже удивлены были. Какая это Россия, которую вы любите так? За что вы ее любите? Потому что у нас замечательная страна, у нас замечательные люди. Когда Илью неожиданно, буквально за день до нашего свидания в СИЗО в Медведе, неожиданно для всех, и для адвокатов, и для нас, и для него самого неожиданно увезли в Ижевск. Как только смогли, мы сразу же полетели туда, в Ижевск, вот в это СИЗО, чтобы, ну, по закону положено сразу же свидание, раз он в новое место приехал, что мы воспользовались этим свиданием и поняли, что нам делать дальше. Нас встречали большое количество людей в аэропорту, ижевчан. Для нас это было, ну, первым шоком, потому что мы не ожидали этого. И для нас это был первый опыт вот такой, понимаете, потому что, ну что же, мы живем в столице, да, мы что-то видим, что-то не видим, но когда мы приезжаем в совершенно незнакомый город, и нас встречают совершенно незнакомые люди, которые уже съездили туда в СИЗО, уже сделали передачи, или потому что это Новый год был. И они как бы его порадовать, что Новый год, ты не волнуйся, ты здесь, у нас все будет хорошо, мы поддержим, если надо. Не зная того, что мы приедем, они сами вот это вот все сделали. Вот. И когда мы приехали, они с нами каждый день, каждую минуту находились с нами, водили нам, показывали, вот здесь правозащитники, там были ижевские, адвокаты ижевские тоже, и простые люди. Илья очень часто мне вот рассказывает, говорит: слушай, ты представляешь, кто мне написал? А помнишь, у меня была учительница вот там-то и там-то, вот она мне написала письмо, и вот, значит, теперь мне пишет. А вот помнишь, у меня была вот там учительница вот другая, а вот мне написала ее дочка, она же там, ну, практически ровесница, и вот мы с мамой очень переживаем за тебя, вот передаем тебе привет, там, ты держись. То есть вот люди, с которыми давно не было какой-то связи, кто-то из одноклассников, там, с которыми тоже там 100 лет не виделся. А по поводу того, что мы любим, слушай, ну ведь вот мы же любим не за что-то, но вот за что мы любим? Вот родителей там. Это просто любишь. И ребенка своего любишь. Все психологи говорят, да, даже когда ты ребенка за что-то ругаешь, ты должен говорить, что я-то тебя люблю, но ты поступил нехорошо. Поступок плохой. Это наша страна, это наш дом. У нас, ну, мало, в принципе, родственников очень. Потому что в поколение наших родителей война пришлась. И у мамы погибли оба брата, ее старших. А мой отец воевал. И за что? За то, что мы ему так сдались и уехали там, где уже все хорошо устроено. А тут пусть вот что? Страна превратилась в помойку? Таня, я не прошу вас подсчитать, сколько было девушек у вашего сына, но не могли бы вы подсчитать, а я думаю, что вы знаете точно, сколько у него было арестов? О, нет. Что, правда не знаете? Правда не знаю. Потому что я начала считать, и на 30-м сбилась. Много, я не знаю сколько. Я помню, какой был первый, какой был последний. Первый арест административный был в Беларуси. И тогда, ну, в тот момент я вообще не понимала разницу между спецприемник, СИЗО, колония. То есть для меня вот это вот какие-то картинки из перестроечных чернушных фильмов, вот это вот, да, «Вечер в хату», а разницы я вообще совершенно не понимала. А сейчас-то вы соображаете. О, сейчас да. Ты не поверишь, с каждым месяцем все лучше и лучше. И арестовали, и только
В 2020 году, когда начались вот эти все в Беларуси протесты, и когда вот это слово Окрестина звучало очень страшно, я у Ильи спросила: Илья, вы где были? Он говорит: там. Ну, там тогда же Воробьева была. Но тогда это у меня была больше главная боль, чем Илья. Я очень за нее переживала. Почему? Ну, потому что когда куда-то Илья уезжал, там, если на несколько дней, у нас был определенный уговор, когда мы должны созвониться, чтобы я понимала, если там, вот ты не позвонил в это время, значит, что-то случилось. И когда он куда-то уезжал, я все время говорила: ты мне оставь там телефоны хотя бы там 2-3 человек, чтобы в случае чего я знала, кому звонить, чтобы искать. Потому что, ну, когда человек пропадает, как всегда говорят, да, по горячим следам надо искать, потому что потом может быть поздно. Ну, я, правда, никогда не звонила никому, я никогда не тревожила, как бы все нормально, значит, все нормально. Ну, как бы у нас все вот эти договоренности, они все время, значит, действовали. И в тот момент, когда они поехали туда, я знала, кто еще с ними едет. И мне тогда казалось, что вот когда их арестовали, что их вот как-то вот всех вместе посадили, что вот они все вместе сидят. У меня почему-то все время какие-то кадры возникали, вы знаете, из фильма «Молодая гвардия», вот там, когда Ульяну Громову после допроса привозят, и вот они все сидят. Я вообще ничего про это не знала. И у меня просто вот почему-то такая была картинка, что вот они все вместе, ребята все вместе, и поэтому, ну, ребята вместе, ну, не пропадут. А тут девочка одна, и в какой-то камере, непонятно, кто там с ней, какие там люди, и она одна. И мне вот это было очень страшно. Я знала, что Илья справится. А вот Зарьку страшно. И холодно. Это был май, но это было холодно тогда. Жалеете, что они с Иркой не поженились? Ну, а что жалеть? Как бы, ну, не сложилось, ну, бывает. Молодые очень были. А вы пилите иногда хотя бы, что вот, где внуки? Нет, я не пилю, я просто как-то мы, ну, разговаривали иногда, естественно, на эту тему. Спрашивала у него, собственно, почему вот так? Ты не встретил ту девушку, с которой действительно хочешь там, иметь семью и детей, у тебя не возникло такого желания. Либо просто, ну, как бы, вот не встретил ту, либо ты вообще не хочешь. Ну, это как бы твоя жизнь, и ты решаешь просто. Вот. Я пока сам в себе не разобрался, что, почему происходит так. Я пытаюсь, я над этим работаю. Но по поводу того, что нет, внуков нет. Я свой материнский инстинкт до конца реализовала, поэтому будут, я буду очень рада. Не будет, ну, значит так. Он должен идти своей дорогой. Я к этому совершенно нормально отношусь. У нас бывает иногда споры с нашими ровесниками, у которых там дети такого же возраста, и у некоторых уже свои семьи, у которых нет. И когда вот этот родитель говорит: а вот я хочу своим ребенком гордиться. Я говорю: ну так гордись. У тебя молодой, здоровый ребенок, гордись. Вот я бы хотела, чтобы у него была там какая-то престижная профессия. Слушай, если для тебя предел счастья сидеть в банке, значит, в костюме, в галстуке, а для него, может быть, предел счастья — это в метро стоять и бренчать какую-то мелодию, которую он сам сочинил. Человек должен жить так, как он считает нужно, так как. И никто, ни родители, а то сначала нам родители указывают, потом нам, значит, Госдума указывает, как нам жить, что делать, с кем спать, когда рожать. Это же неправильно. А мы же часто делаем в семье то же самое. И когда ты говоришь, что я лучше, как знаю, там, твоему 40-летнему сыну, это значит, что ты прожил свою жизнь зря, если ты не воспитал человека, который умнее, лучше, добрее. Впервые после ареста ко мне пустили маму и отца. Представьте, узкий и тесный стакан, в котором вас запирают на замок. Напротив, в таком же стакане близкие люди. Вас разделяют два грязных стекла и решетка. Разговор идет через телефонные трубки. Очень странное ощущение, но клянусь, это лучшее, что со мной случилось за последние 2 месяца. Тюрьма вообще быстро учит и понимать, и ценить то, что действительно важно в жизни. К чему я это рассказываю? Позвоните родителям, друзья, а еще лучше навестите их. Мы, когда были на последнем свидании, мы же очень, 3 суток, и за 2 года первый раз, когда 3 суток, и вот ты можешь и обнять, и говорить, и о всем чем угодно, и там до полночи. И мы много о чем говорили. И он говорил: что поделаешь, это марафон. И я сказала, что, видишь, я могу не добежать. Он сказал: ты добежишь. Я не сомневаюсь. А
там прям квартира или комната? Там есть просто комнаты, душ, туалет на улице. И есть вот одни, ну, типа апартаментов, когда, значит, 2 комнаты, ну, как бы 2 спальни смежные. И что-то, ну, типа кухня, там плитка, холодильник и туалет, душ, все в номере. В их понимании они называют это люкс. Ну, да. Ну, удобство в номере, с чем не люкс. Ну, можно накормить человека. Конечно, да? конечно, да. Но это же вот интересно, в разных местах по-разному. Где-то нельзя привозить готовую еду домашнюю, а нужно только там, ну, какие-то полуфабрикаты, ну, чтобы заводской этикетка, в заводской упаковке. Но у нас можно привозить домашнюю Что еду. готовили? Мы готовили курицу, жарили, рыбу жарили, ребрышки. Ну, я у него спрашивала, что ты хочешь. Почему соскучился Он сказал, больше? больше всего по омлету. По твоему омлету. Делали омлет. И поэтому каждое утро, значит, у нас был омлет. Ну и главное, фрукты, овощи, тортик. Вот. Но зато можно поговорить. Можно даже кино посмотреть, потому что есть видик, есть телевизор, и можно привезти кассету, цензор посмотрит. И... Кассету? Ну, не кассету, а диск. Ну, какой-то фильм записать, и цензор посмотрит, и если как бы все нормально. Ее нужно как бы заранее бронировать. Ну, вот сейчас у нас забронировано. В июне день рождения у Ильи. Да? Что вы будете делать? Отмечать день рождения. Нам просто нельзя унывать. У нас есть твердая цель. Мы должны дождаться сына. Мы понимаем, что это не быстрый и не короткий путь, к сожалению, вот так сложилось. Но мы готовы к марафонской дистанции. Но вы же понимаете, что после гибели Немцова, после гибели Навального, Понимаю. Илья самый старший. И самый популярный, и самый известный политик, находящийся внутри России. И Карамурза, который, к тому же, еще очень сильно... Ну, здоровье он как бы... Да, я понимаю. Что вы по этому поводу думаете? Что по этому поводу думает он? Ну, он тоже это понимает. Ну, а что тут можно думать? Ну, вот будет то, что будет. А вы хотели бы видеть своего сына президентом страны? Нет. Президентом нет. А кем? Ну, я не знаю, я хотела бы его видеть в политике, я знаю, что он может принести много пользы. Но президентом нет. Я все-таки хотела ему быть чуть-чуть полегче. Я вообще с ужасом думаю, кто будет все потом это все. Это будет так. А ведь люди... Вот чем сейчас тяжелее, чем сильнее закручивают гайки, и жизнь становится тяжелее. Я недавно прочитала. Парень подписал контракт, потому что у него сильно садилось зрение, ему нужно было делать операцию, а денег нет. Он пошел, чтобы заработать денег на операцию себе. А один мобилизованный, например, пошел по контракту, потому что ему нужно было сделать операцию жене. И это ужасно. Это в каком состоянии должны жить люди. И дальше это все, а что будет еще через год, через 2, через 3. И кому-то потом придется все это разгребать. А люди ведь захотят очень быстрого результата. А быстрого результата не будет. Я не знаю, кто сможет это вывести, и сколько на это понадобится лет. Но мне бы хотелось все-таки, чтобы ему было чуть-чуть полегче. Ну, а там как сложится. Кто-то еще будет, я надеюсь. Растут ребята, и такие хорошие. Много. Очень много. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свободу или стабильность? Свобода. Для нас даже вопроса такого не существует. Конечно, свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Когда Илья выйдет из тюрьмы, что вы будете делать? Пусть сначала выйдет. Обнимем, поцелуем. Накормим. А потом он мечтает, когда он выйдет, что он куда-нибудь пойдет по улочкам Москвы. Он вообще очень любит бродить по старой Москве. Вот. И что он сказал, что я буду бродить до изнеможения, пока ноги отваливаться не будут. Ребят, не расстраивайтесь, все нормально. Если что-то думаешь, Сядьте, фотограф. заканчиваем съемку, покидаем зал.